что мы начинаем вот такую вот гонку по обучению. Red Alliance, да. Вот, собственно, нас переключили уже на Golden Sun. Я думаю, все остальное вам сможет рассказать LQ. С вступительной частью мы на сегодня закончили. Возможно, будет еще одна на Opening Speech, которая будет завтра в 4. Не забывайте следить за всем, что здесь происходит, за всеми апдейтами и так далее. Поэтому LQ можешь размучиваться. Да, привет, привет. Привет. Привет, чатик. Это ваш комментатор на следующие 4,5 часа, поэтому относитесь к нему хорошо, не будете и ведите себя прилично, потому что правила в чате теперь описаны, теперь их обусть так не получится. Все, удачи на ранее, удачи зрителям, всем пока. Ну все, я остался один. У нас ран начнется сразу же. И обычно комментаторы предпочитают синхронизироваться как-то по времени, плюс-минус, чтобы быть в одном и том же временном сегменте с самой игрой. Ну, все, что я могу сказать, здесь нам это не потребуется. Если вы видели раны финалки, значит, вы видели всю эту игру, потому что нас не ждет ничего особенного. Это приключение минуинга. Так что по ходу игры я буду рассказывать больше о сюжете, нежели чем о спидране, потому что в спидране не используется ничего уникального, чего бы вы не смогли сделать в обычной игре. И на самом деле мне иногда кажется, что надо выпустить какую-нибудь игру с надписью «Минуинг», в котором вы будете иметь возможность только переключать в меню пункты. И в этом бы заключался весь геймплей игры. Уверен, очень многие бы ее оценили, и даже появились бы спидраны по ней. Потому что... Серьезно, я не знаю эту игру казуально, я видел только ее спидран. Я знаю только, как ее спидранят. Поэтому, если кто-то в чате знает сюжет и может его пересказать, будет очень хорошо. Но если нет, то ничего страшного. Потому что нас ждет увлекательный ран. Just breaking this game alongside her and some other fantastic people, Regnatrace, Fulgur. It's really done amazing things for us. Is there anything you want to say about breaking things before we get really under? Honored to be here. Yeah, I don't know. I just really like finding janky things in games, and then sometimes it leads to cool skips. Sometimes it leads to kind of just a cool visual effect, which, by the way, we have an incentive for, the rainbow screen. I found that while trying to break other things, and I was like, whoa. This is sick. Whoa. It's very cool. Yeah, It's very cool. Yeah, starting to consider like a job in QA if I can get into that. Would be cool. But yeah. Ну что, чатик, скучали по ранам игр по 4,5 часа? Какие-нибудь финалочки там? Вообще, кто в чате какие игры любит на 4 там плюс часа спидрана? По типу покемонов и так далее? Какие там самые интересные раны, по вашему мнению? Если что, мы ждем начала таймера, потому что раннер не может скипнуть начало, а таймер начинается ровно в тот момент, когда раннер получает управление в игре. Поэтому нам придется немного подождать, прежде чем таймер стартует. Fallout 3. We'll see that glitch later on, actually. It's really cool that made it into the route. Не, ран персоны, по крайней мере, динамичный. That way for 10 years or so, right up until. Yeah, if you look back at the old game FAQs forums, you'll see people talking about the endless wall glitch. And in a different forum, we do actually use that nowadays. Ну, в общем-то, сейчас текстом нам представляют основную завязку игры и сюжет. Мы с вами в мире Вейрара. Кстати, не знаю, как это в русском языке переводилось, если переводилось на русский. Но это Вейард. Большой регион, похожий на Землю. Тут несколько континентов, океаны. И при этом в сиквеле у игры, кстати, он есть, потому что она очень популярная была.
just sitting on Discord June. calls day after day. Сеттинг основан на концепции плоской земли. Так что классика не пропадает. Игровой мир плоский в действительности, имеет форму эллипса, а океаны переливаются от границы мира в бесконечную бездну. В общем-то, мы с вами будем ходить в основном по центральным регионам этого большого мира, который называется Ангара и Гандаван, если я чего не перепутал, потому что два основных региона, и игру на русском переводе я никогда не видел, но он точно есть. В общем-то, механика игры очень сильно напоминает Final Fantasy с саммонами, но у нее есть небольшое отличие, то что саммоны здесь называются джинны, и джиннов можно ловить. В общем-то, это Final Fantasy, смешанная с покемонами. На слонах или на черепахе, к сожалению, не указано во второй части, но что-то такое, возможно, есть. Хотя, скорее всего, игра держится на Final Fantasy, там такая база стоит, Cloud огромный держит половину диска, а вторую половину диска держит Пикачу с покеболами, потому что геймплей здесь это такое соединение лучшего от покемонов и лучшего от Final Fantasy. Поэтому мы будем получать очень много визуального наслаждения от геймплея и выбора боевых особенностей. ИСа у нас начался 12 минут назад. И это пришел. Так что мы официально не стартанули, это просто разогрев. В общем-то, сейчас Раннер отмечает, что катсцена непропускаемая, как я отметил в самом начале. Необходимо подождать. Oh, okay, I see. Like, if you can start at a certain time, this transitions into gameplay at, like, almost exactly 7 minutes. Yeah. It's almost over as well. Ну, почти дождались. Скоро мы увидим геймплей. Добро пожаловать на начало марафона всем тем, кто успел. Ну как, на разогревочный день. И завтра еще один разогревочный день. Шоу закончится, и у нас начнется полноценный марафон без перерывов. Так что... Кстати, у нас модераторы там в чате живы. Нам надо бы, наверное, ставочку поставить. И знаете, давайте сделаем в этот раз рисковую ставку. Уложимся ли мы в Estimate, потому что 4.30 не сказал бы, что как бы очень такой опасный Estimate, но при этом может пойти что-то не так, и мы там выйдем за пределы Estimate. Очень большой шанс на это. Потому что VR, как я помню, в этой категории около 4 часов как раз-таки. Ну, там 3.40, 3.50. У раннера там запас приблизительно в полчаса, ну, минут 40 от основного рекорда. Но кто знает, кто знает. Хочу заметить, графику, которую вы видите, и кажется вам трехмерной, в действительности является 2D. Это специально с помощью ракурсов камеры и рисовки создается ощущение, что это трехмерные объекты. На самом деле, практически весь мир — это двухмерная текстура. В общем-то, плоский мир, плоские текстуры. Все логично. Весь мир — это двухмерная текстура. А что, если мы сами двухмерные модели? Эх. So we didn't miss much. It's not a big deal. Yeah, I just missed the end of the story, credit scroll, whatever goes. Как видите, немножко на таймере время с лихвой начинается, потому что таймер запустили чуть-чуть
we are раньше, чем закончилась нескипаемая концена. of Isaac, and as I mentioned before, Isaac is the protagonist of the first game, makes an appearance in the second game as well, and Наш мир лишь иллюзия, да, и мы в ней актеры. he's Пока что идет начало игры, давайте я заспойлерю сюжет, чтобы мне потом не останавливаться. В общем-то, здесь вся материя состоит из 4 элементов: воды, Марса, Меркурия и Юпитера. Это, если что, стандартные для нас Земля, огонь, вода и ветер. И все элементы могут подчиняться только противоположной силе. Здесь алхимия есть как таковая, и ее запечатали. И наш мир, казалось бы, лишен этой силы, но мы с ней столкнемся. И нам придется исправлять некоторые последствия, которые она натворит. two bros hanging out in a cabin, Isaac and Garrett. And Garrett's also had a kid. No idea with who. Might have just been. What's the word? Нашего протагониста, кстати, зовут Исаак. But actually, if you ask Selenute, if you ask Selenute, he И believes по that ходу игры мы встретим 3 адептов. alive, which would be rather traumatic. So, Кстати. uh, В общем-то, классическая Final Fantasy на 4 персонажей. Yeah, I'm not sure if that's based on But no, anything they- except for the По fact сути, that they're одинаковые. brothers. Меркурий и Марс, по сути, одинаковые. Логично, да. As you can also see right here, he's almost Марс, если что, здесь огонь, и Меркурий — это вода. Так they что can soar близко по содержанию. to fly because they can control the wind. Terrell Так, and Mars так, тихо. fire. Какой Genshin Impact, о чем? He's kind of just Это visible так. and, Genshin Impact. Не пугайте такими страшными словами. yeah, this is actually based on a beta text that was А где updated. второй экран? So, Кстати, да, второго экрана у нас нет, потому что yeah, so the world of Golden Sun вы его пока что видели с надписью Golden Sun из-за того, что на нем нечего было выводить. Но сейчас у вас в ближайшее время должна появиться интерактивная... вот как раз интерактивная карта at мира. this point of the game Потому что was, there are окошко, которое вы видите под раннером, это окошко второго экрана DS. that also go by planetary alignment. Непосредственно We have, Venus being Earth, Mercury being Mars, это being окошко Wind, and Mars. на втором экране We will probably use them выводится слева от основного, прямо под раннером, и содержит интерактивную карту. В бою вы увидите там некоторые... keep it somewhat sensible. Ну, зачастую это будут скиллы, слэш-данные о противниках, какая-то полезная информация, инвентарь. В общем-то, стандартное использование экрана 3DS. Of each element, so we end up with 2 of each element by the end of the game. There are also little spirits called Jinn. They give us lots of interesting bonuses and cool things, and they're rather essential to going fast. We need to start talking about how this run is gonna. А третьего экрана нет. You know anything Ну все, about Dark поехали. Souls? У нас начинается самая интересная часть всех спидранов любой игры. Right now, we're Ну как, любой JRPG, это менюинг. tutorial. There's a И в tutorial действительности это основной таймсейвер. dungeon and summons. But we're not gonna Потому что we are в ранах зачастую все решается в меню. early Вот я серьезно говорю. extra characters. Если вы плохо занимаетесь менюингом, вас не ждет ничего хорошего. The Mars adept who was Потому что в нем вы будете проводить где-то процентов 20 рана. to have to go out into the dangerous forest. We're gonna get Reef. Reef is intended to be the 4th character. But we're gonna do that. И помимо этого у нас еще будут замечательные элементы в боях, где нам точно так же надо будет быстро выбирать, чем атаковать противника, to this и area. адаптироваться под их решение, так что ран довольно-таки интересный. Leave Goma Есть возможность умереть, есть возможность and the сделать ВР, forest. так что нас ждет, непонятно. Combat. We'll just pick up this book right here. This book is very important. We'll talk more about that soon. But first things first, we're gonna break out of the cabin. There's just this staircase that leads to the outside world, and normally Isaac and Garrett would stop you if you try, if you try leaving this place before finishing Tanglewood and saving Terrell, because you know that's kind of our sole mission right now. But fortunately, we have a way to clip out of bounds and fall down onto the terrain that leads to the outside world. And that is a technique that's called minute clipping. It went by a few different names in the past. Initially, I wanted to call it angel clipping because И сейчас, кстати, мы должны увидеть первую механику клиппинга. and you need the patience of an angel to do it because it actually takes a long time. And it drove Plexa insane as a math major because people would actually mistake angle and angel a lot.
So out of mercy, we settled on minute clipping because most clips take Нужен наш чатик. Одну минуту. And minutes are also a measure of an angle, believe it or not. So I'm just going to hold the stylus in this, В общем, так. this location. Что у нас происходит? It turns out the most broken Мы thing in сейчас this game is the stylus. должны пропустить часть игры, в которой нас обучают. You literally have to be using the stylus, otherwise this doesn't work. It looks like I'm doing И для этого You'll notice the мы screen is используем slowly shifting. очень медленное движение в одном направлении, чтобы Stuck on this tree. сместиться Annoying. по координатам. Yeah, You'll so know when we're there when Matthew's shadow disappears. И поскольку у игры нет высоты, to like an acute angle, and then мы с вами просто бежим по миру из-за того, что walls, and if это you рисунок. slide across, that changes which direction you're sliding. И буквально пробегаем по двухмерной поверхности, которой является вся эта текстура, выглядящая трехмерной. И из-за того, что мы медленно заслайдились за ООБ, которых не существует в действительности, мы можем ходить по... You wanna talk about flints? Я не знаю, это холст, я скорее так бы это назвал, потому что весь So this is the бэкграунд, который вы видите, это двухмерный рисунок, меняющийся от угла камеры, создающий иллюзию трехмерности. first Golden Sun game. И в этой игре нет ни fall damage, ни какого-либо другого This is actually supposed to be триггера на перемещение героя относительно высоты, tutorial from him. потому что все это двухмерное. But because we broke out, yeah, he's just like, hey, wait for me. Почему земляной джин похож на осьминога? Потому что это And here we have our other big скрещивание покемонов Plexa himself. It's called a bridge. и, ну как, Jin. скрещивание покемонов с чем? Honestly, С Final Fantasy? kind of just weird. Да. It's just Collision in this weird, game is yeah. weird. It's geometry interacting in unintended ways. It turns out that rivers are basically just roads that allow you to walk between mountains. So yeah, we're cramming a lot of tech in the first couple minutes of this run. It's kind of insane, actually, how much tech there is. Yeah, but don't worry, we'll go over. Вообще ничего нету, да. It's a bit much. Геймплея тоже. We'll get Потому что мы с вами будем доджить почти все файты обязательные, которые могут быть, из-за того, что мы перемещаемся за территорией, где мобы могут заспамиться, именно полноценно заспамиться. because this is just a pre-programmed cutscene. И будем триггерить заранее скриптовые сцены, которые надо активировать Main party. путем того, что иногда мы заходим туда, откуда мы должны были выйти по сюжету, We've done a massive sequence break. и выходить обратно, чем сразу триггерим катсцену, которая завершает условный данж. It's dedicated to basically tutorial stuff. Да, And at the end да. of the tutorial, you get your fourth character. Это как бы настолько покемоны, что Final Fantasy. This is Blados, he's a baddie. Watch his soldiers just disappear off the screen as they yeet themselves over a cliff. So yeah, we basically sequence broken to this point of the game specifically so we can get our fourth character. That's going to be really important because, well, we're going to go stealing some things. Yeah, so this route is one that I coined the Jin heist. So Jin are the main source of power in, I would say, Golden Sun in general. They increase your stats, they bring you to better classes, they can let you change classes, and they let you do very powerful summons. Вот, сейчас нам рассказывают про механику джинов. То, что основа — это саммон сильных джинов для ускорения процесса битв. И благодаря этому мы можем не беспокоиться о уровне персонажа. Yeah, you'll see. Yeah. We're getting a little bit ahead of ourselves. But yeah, like I said, we've crammed a lot of tech into this. Like, this route only exists because of all the little incremental discoveries that were found. It's kind of a miracle that all of this stuff works, but there's just enough stuff. Вот здесь вот раннер отмечает то, что весь ран, таким как мы его увидим, существует только потому, что каким-то чудесным образом все, что сломано в игре раннерами, работает вместе, при этом достаточно, чтобы мы не умирали от финальных боссов и вообще боссов в игре. И сейчас мы должны увидеть первый файт, потому что нам надо подформить немного опыта. Travel quickly between areas is dying. So a huge part of going fast in this game is getting lucky with your death And then your RNG, character dodges the which attack, so far, and you're just very sad. of course, yeah. But yeah, we need И, to get кстати, мы сейчас с вами unfortunately, ускоряем процесс, that area yet. We need to get Tyrell, and the only way потому что to finish. самый быстрый способ перемещения в этой игре — это смерть.
and finish Tanglewood. Мы убиваем одну фею So yeah, we had to и быстро возвращаемся в стартовую локацию, here. сэкономив при этом время на перемещении. And we're currently at 1 HP, and that's okay. There's only 3 scripted encounters that we're going to take. Actually, there's only 2 that we're going to take. And we can kill those before they can kill us, unless they И can. здесь Like нас ожидают в ближайшее время обязательные бои, в которых у нас есть шанс умереть, но мы предполагаем, что мы убьем их раньше, чем они убьют нас. So if the enemy catches us by surprise, Matthew's dead, and we get warped back to the bed. Not the end of the world. И, в общем-то, любая смерть для нас — это возвращение в кровать, как-то так, потому что стартовой точкой является локация, где мы появились. So there's kind of two schools of thought. One school of thought is to stay on 1 HP and clear these encounters with some summons. My school of thought is let's just heal and run away from everything, because then you never risk getting caught by surprise and having runs lost. I lost more runs than anybody else in the community to caught by surprise, so I'm kind В of... общем-то, сейчас отмечается, что у Раннера очень много ранов погибло на том, что он умер случайно. Ну, от того, что его атаковали в спину, это считается крит-энкаунтером. Он просто не пережил. У вас на экране сейчас, наверное, заметно, как небольшой кружок, это элемент управления, тыкается в одну и ту же точку по позиции раннера. Это как раз-таки слайдинг, с помощью которого раннер клипается. Is a way you can attack in battle. They're basically magical attacks, but they're also, as you can see right now, a way to interact with the world. И как видите, мы сейчас подвинули небольшую колонну, потому что джинны, которые являются нашими самонами, могут взаимодействовать с некоторыми объектами в мире. But some are usable both in the world and in battle, and we'll see some of those later. Yeah, so that synergy tutorial where they teach you how to use move actually takes quite a long time. So that skip there saves like 10 seconds or something, even though it was really painfully slow. And this is where we get to learn all about Jin and... И вот сейчас нас будут обучать механике джиннов. Flint gives the same В общем-то, tutorial in the GBA game. первые полчаса рано — это туториалы. Great. In this game, oh, it's adorable. It's so good. Shout outs to Flint for self-improvement over the last 30 years. I also really like how Dark Dawn did this. Like, they actually give you a lot of Jin to play with, and you can experiment with high-level summons without really even starting the game yet, just to really get you familiar with the combat system and stuff. It's quite nice. Сейчас Раннер отмечает, что, кстати, обучение очень дружелюбное, потому что обучение хай-самоном очень подробное. Ну и в действительности это помогает из-за того, что механика взаимодействия здесь не то чтобы оригинальная для многих. Спидранеры не научились скипать туториалы, да. К сожалению, мы не можем этого сделать. Вот, How to use Jin. Нам как раз-таки показывают 4 основных элемента. Блин, ну посмотрите, какие они милые. Мне всегда нравится, как нам объясняют, типа, вот джин таких элементов, посмотрите, какие они очаровательные, а теперь давайте этому маленькому милому джину по самой не балуй за то, что это обучение. Ну вот, классическая финалка по битве. So it will just automatically make him defend, which is nice. Do note here they're telling us we shouldn't be stacking Jin on one person. We need to distribute Jin evenly. The game is blatantly not listening to its own rules because currently Reef has 1 Jin on him, while Matthew and Karis each have 3. Вот здесь отмечается то, что мы не должны стакать джинов на одной персоне, потому что они могут друг с другом не дружить. Some of the classics from the GBA games, including the absolutely broken and very chunky boy Ground. Which is extremely powerful. Ground basically takes away an enemy action, and Granite, another gen that gives them half. Сейчас отмечается, что очень сильная это земля, потому что она отменяет действия противников. You bring somebody to steal the gen from the tutorial sequence, and that's exactly. И сейчас отмечается то, что мы можем воровать джинов. И, собственно, у нас сейчас будет в спидране ограбление ради джина, ну, условное ограбление, потому что мы будем воровать себе нужных самонов, потому что спидран, за быстрое прохождение.
the game does a check on Matthew and Kara's. К сожалению, другого выбора нет, Saf, take it away. поэтому, да, придется их красть. It does that for all 6 of the tutorial Jin. They don't check for Reef though, so every Jinny that we store on Reef doesn't get checked and doesn't get taken away. So the ones we want to keep permanently, Ну, мод в JRPG задавала не совсем финалка, там steal a bunch of JRPG как таковые появились задолго до full world. финалки. You can store an extra Jinny on Reef. Просто получилось так, что Final Fantasy это одна из самых And Flint is actually still первых JRPG как таковых, Flint, and Isaac tries to use Flint. но в действительности это сама Final Fantasy, это клон Dragon Quest в каком-то смысле, так что Dragon Quest, Only check Megami they Tensei, give you. They don't actually give you. It doesn't actually check to see if there's any other Jin on there. в общем-то, Persona That's fine. когда-то была So what I need to do in this part первопроходцем. То, что мы сейчас знаем как Persona, когда-то было Megami Tensei. Сейчас это серия Shin Megami Tensei. we can actually do this thief thing. Now the problem is if we ever В get a общем-то, battle, Isaac and Garrett. самый первый JRPG, как я помню, считается Dragon Quest. Well, they Первый. overwrite Reef, and if they И overwrite, потом Megami Tensei. and that would be well rather than И после Megami Tensei был уже Dragon Quest 2, that's why I saved. и финалка уже вот где-то в Dragon Quest 2, Phantasy Star, Is, вот где-то в это время зародилась. I would say this is another major part. You can either play it safe and do a save and quit very often, because with every save and quit, your steps towards getting your next encounter are reset Так. to 0. But Сейчас стоит отметить одну механику, которую вы будете видеть, когда раннер сохраняется и выходит. Это будет делаться периодически, потому что это ресетает your steps are позицию рандом энкаунтера на 0. То есть in a lot of cases шанс получения рандом энкаунтера становится нулевым. И каждый раз, когда мы сохраняемся и выходим, мы сбрасываем you're in a long room рандом энкаунтер счетчик на 0. Тем самым мы можем скипать ненужные файты. which then sets your steps back to 0. Yeah, and the fact that we got an encounter in the Yeah, very first so, room of the game. the way Ну, тип боевой системы был еще в Dragon Quest. Финалка брала его из how quickly Shin Megami как таковой и Dragon Quest. it decides okay, Так или иначе, все игры где-то что-то брали. Зачастую. Оригинальные механики очень сильно эволюционировали. То, что мы видим даже в Golden Sun Dark Dawn, который вот сейчас вот вы видите на экранах, это огромная эволюция относительно того, что было в финалках. Хотя это вроде бы похоже, но играется это совсем иначе. Потому что мы можем как бы ожидать, что Final Fantasy 7 и 8 будут идентичны по геймплею, но если тут есть живые раннеры, то они отметят, что есть одинаковые элементы, но довольно-таки сильное отличие между тем, как они взаимодействуют друг с другом. Ну, пока что донаты, эволюция в чем заключается? Вот если взять ту же самую классическую финалку, какого у нас года Golden Sun, кстати, это версия 2001 плюс-минус должна быть. Это у нас Final Fantasy 10 должна была быть в это время. И Golden Sun. Те, кто видели раны Final Fantasy 10, наверняка помнят, что в десятке, его в 2000... это DS, его в 2001 только проектировали. Ну вот, у нас этот Golden Sun, который, вот именно эта версия Golden Sun, она должна быть They're both really cool. Game Boy Advanced Glorious. версия I think that's the only way to really describe была оригинальной. И механика Game Boy Advanced версии непосредственно the epilogue showcase полностью перекочевала вот сюда. that well we can do Yeah, that so you there's a won't lot have of done in areas your in the casual game playthrough. where, encounters just We're don't also pick through up, all the encounters in and the that can be series. That's either an fantastic. entire room or just part of a room. 2010. So in this entire area, there's just no encounters anywhere. But in that previous room where we had those vines that we walked across and jumped across, in the middle, there's like a square in the middle of that room where there's no encounters, but on the outer ring there are. В общем, так, чатик, But тихо. that's also part of it. Чтоб я не запутался. Это у нас версия, это Death Stranding. Не Death Stranding. Это версия 3DS. Or you do another. А оригинал вот этого Golden Sun, оригинальная сама игра, которая зародила эту механику, которую использует 3DS, был
времен 10-й финалки. То есть Game Boy Advance, год 2001 где-то. Это просто было примерно то время, когда я еще у друга видел Game Boy и очень сильно удивлялся, что там происходит. Так, чатик уже против комментатора. Что у нас? В общем-то, возвращаясь к отличиям. Здесь, как вы видите, механика самонов заключается в том, что это не просто призыв как таковой. То есть в финалке что мы делаем? Мы призываем на помощь условного Раму, Ифрита, Леви и так далее. Они делают мощный удар, уходят в закат, и на этом все закончилось. Это версия DS, 3DS и DS разные. Да-да-да-да-да, баба. И я знаю, тише. Это потому что DS так DS, в общем, сам Golden Sun имеет одну и ту же механику. У нас Леви — это Левиафан. Я его почему-то Леви зову, по классике привычка. Левиафан, Ифрит, кто у нас еще стандартные самые самоны? Левиафан, Ифрит, Гуруда и... Левиафан, Ифрит, Гуруда и Титан, вот. Основные... Не знаю, почему так, у меня так повелось. В общем-то, мы самоним этих прималов, они наносят удар и уходят. Здесь же у нас механика джинов заключается в том, что они ведут себя практически как покемоны. То есть мы призываем какого-то самона, ловим его в самом мире, и они во внутренней команде не должны противоречить друг другу. If you try to summon it as a Jupiter Gen, in the Jupiter summon that is, sorry, it will crash the game. But why it's so powerful... И здесь механика-то заключается не в том, что мы самоним их для того, чтобы они сделали мощный удар, не как в покемонах, где они сражаются за нас, а как часть менеджмента самой команды. То есть весь менюинг, который дополнительно проходит, связан с тем, что мы периодически будем распределять самонов по своим командам. И периодически в ране мы будем останавливаться для того, чтобы клипнуться через цветок и сэкономить время. В общем-то, мы сейчас скипнули одного босса, который должен был быть. Ну как? Он его не бросил. Здесь никого не будет с раем. Потому что все внутренние триггеры завязаны на то, что мы выходим из донжона. То есть неважно, что произошло в донжоне, если вы вышли, значит, вы сделали все правильно. It's all good. So this whole sequence with Wreath and stealing Jin nets us 7 Jin in total. And we're just leaving the tutorial area. So we are ridiculously overpowered right now. Moloch basically makes us invincible. We're level 1, but we're gonna have... Сейчас мы получили Молока, который делает нас практически неуязвимым, потому что у нас теперь очень много хп и огромная защита. Но при этом в игровом мире мы только что покинули стартовую локацию игры. Мы прошли обучение и украли себе самого могущественного самона 4-го тира, которого мы можем получить практически под конец игры. Непосредственно много хп и защиты, потому что мы только что, вот, покинув этот данж и клипнувшись правильно, мы украли Молока, одного из сильнейших джинов непосредственно Golden Sun'а. But there's one day I said to my wife, hey, I'm gonna come hang with you on the couch. I'm just gonna practice my menuing on my DS and we'll just chill on the couch together and have a good time. Don't worry, I'm not gonna run anywhere. It's just chill out together. And here I am practicing my stylus menuing, trying to get as good as the Grand, and then, oops, I just accidentally made a Moloch. Забавно. Вот сейчас Раннер отвечает о том, что он сидел на диване, попросил DS у своей жены и сказал, что я просто хочу попробовать, попрактиковать менюинг, и ничего не буду как бы ранить, проходить. И он совершенно случайно, практикуя менюинг, создал Молока.
Yeah. Нет, это как было одно из подземелий обучения, но из-за того, что мы смогли зашаркатить один элемент и украсть одного конкретного джина, с помощью внутриигрового бага менюинга мы смогли создать молока этого. Я бы мучился, что, понимаете, он взял и украл. Да-да-да. В общем-то, здесь скрещивание этих... скрещивание. Знаете, в чем проблема перевода всяких Golden Sun'ов, DS-ов и прочих игр? В том, что они используют свои терминологии для того, что устоялось у нас по другим играм, и я периодически попадаюсь на то, что я перевожу местные термины или указываю на местные термины так, как будто бы это процесс из других игр. Скрещивание, блин. That's okay. I was just gonna say we're about to head into the overworld, and we've already been in the overworld once before, and you've seen that we can basically go anywhere, or at least clip out of bounds and do funky stuff. So we're supposed to go through more tutorials. Да. Вот. But we're not going to do any of that. В общем-то, здесь механика эволюции завязана. Блин, эволюция. Погодите. Я сейчас пытаюсь осознать работу джинов, чтобы неправильно не создать. Механика джинов здесь заключается в том, что в бою у нас есть несколько вариантов использования этих джинов. И каждый из них имеет какую-то особую способность, которая может быть использована нами в бою. И это сводится к тому, что они атакуют своим элементом, накладывают какое-либо заклинание, исцеляют, восстанавливают какой-то статус, либо накладывают какой-то статус. То есть джины Земли, например, могут накладывать статус, который не позволяет противнику делать конкретный ход. После вызова джин у нас уходит в статус стендбай. Это у нас ожидание. И перестает оказывать какое-либо влияние на нас. То есть он перестает давать свой конкретный бонус условно, да? Но при этом он все еще остается доступным для вызова какого-либо сильного стихийного существа, наносящих, самого существа, наносящего врагу повреждения относительно стихии. И чем больше джинов было вызвано, тем более могущественное существо можно призвать. Собственно говоря, это самый эффективный способ вести бой в игре, это самонить множество джинов, тем самым призывая мощного элементального, стихийного, я не знаю, как это правильно сказать, давайте я просто назову это существо стихийно, которое будет вносить основной урон. Но при этом мы с вами сталкиваемся с ограничением того, что призыв джина заставляет его уйти в статус стендбай и как такового отдыха. И только после какого-то времени мы с вами можем призвать его повторно. В общем, механика работает примерно так. Аладдину все ясно становится. I heard the word donations. I think the chat heard the word donations earlier too. We've got $5 in from our very own Popiter. He says, "Hello, ESA. This is a test." But this isn't a test. It's the pre-show. And we've got even more coming in. We've got a $50 donation from an anonymous donor. Thank you very much for your generosity as well. Just to remind everybody what we're here to do, we're raising money for children. They work with youth, their families, and their communities to make sure that young people's health needs get met. And you can help to give children a future by donating during this event. Also, keep in mind that we have a ton of prizes to give away over the next week. Пока что читают донаты. Я, наверное, объясню механику Golden Sun подробно, пока у нас нет особых битв с боссами, дабы потом не останавливаться. У нас во время битвы персонажи попадают на арену, в которой создается псевдо 3D.
Потому что это двухмерный фон, но с помощью движения камеры мы как бы видим как будто бы трехмерный фон. И у нас получается так, что если мы получаем дэмэдж и умираем, у нас экран уходит в гейм-овер, но мы ресетимся на начальную позицию. То есть мы понесем денежный штраф, а вся наша группа вернется в последнее святилище, в котором мы отдыхали. Ну, либо город, если мы не отдыхали у святилищ каких-либо. За победу, естественно, опыт и монеты, и мы свою смерть обузим для фаст-тревела. То есть чаще всего, когда мы будем умирать, это фаст-тревел. You'll wet yourself in there, and then you'll tap to the right and like slightly up from where you are, like from where the bridge goes, and that'll usually kind of make Matthew turn around, and just some weird collision thing makes him then shift like down right and off the bridge. And the nice thing about being off of the bridge on a river, for example, is that everywhere that the game doesn't expect you to go, there's pretty much no walls. So once you're on a river, что так, лучше чатик не читать, а то я пролагиваю. Так, возвращаясь. Мы используем смерть для фаст-тревела, а сами битвы у нас... It all started off with one miracle bridge, as we like to call it. But since then, there have been clips found on pretty much every bridge in the game. So pretty much anywhere you are, в общем-то, you can probably get out of bounds. так. Yeah, and I think like bridge clips are really incredible because, casually speaking, Dark Dawn is kind of Так, минуту. Я потерял мысль. Мы возвращаемся на ресеты для того, чтобы сэкономить время. И сама бита, вот, аллилуйя, я вспомнил. У нас этот самон джинов является основой для геймплея и самой цели игрока в постгейме, потому что поиск этих джинов, разбросанных по миру и укрытиях, является сайт-активностью зачастую, которая нам ничего не дает. Но при этом от нас требуются различные варианты самонов джинов для того, чтобы наиболее эффективно сражаться с другими джинами. То есть, чем больше у нас различных вариантов джинов, тем более вариативным для нас становится бой. То есть, само поощрение игры происходит не за счет того, что мы собираем джинов условно для коллекции, а за счет того, что различные джины позволяют нам более вариативно подходить к геймплею. Если мы прикрепляем какого-либо джина к какому-либо персонажу, это меняет класс персонажа, впоследствии чего у них меняется количество очков действия, обозначим так, ХП, атака и в целом базовые показатели. То есть джины здесь являются такой механикой, которая определяет вашего персонажа как такового. Плюс дополнительно это определяет то, какие атаки может выполнять персонаж. Есть на карте лианы там, простите. Но вот это как раз-таки то, что и дальше. Смысл комментатора. Ну как, ответить на вопрос в чатике, если там что-то есть. А насчет того, что ничего не дает относительно мирного приключения, ресет лиан и прочее, это открытие дополнительных троп и прочее, что является частью исследования мира. А я сейчас говорю именно с точки зрения коллекционного собирательства аки покемоны, где поймать какого-то Пикачу зачастую являлось как бы основным развлечением, ну потому что это Пикачу. В нашем случае вот мы говорим о боевой системе, то есть что сам по себе саммон награждает нас каким-либо классом условным. Точно. Предок Геншина. Да. Геншин — это предок всего. Wait. Who knows? В общем, джин самого игрока имеет два статуса как таковых. Это статус ожидания и статус активный. Когда джин дает бонусы к статистике персонажа, на котором находится, и может менять ему действия, то есть его скиллсет.
Anyway. И еще, помимо джинов классовых, я бы здесь отметил еще, что есть сет-джины, как таковые, которые как раз-таки являются основой именно действий по типу лечения, атаки и прочих статус-элемент-эффектов. И они как раз-таки относятся к статусам, когда у них есть два состояния, это действие и ожидание, то есть как раз-таки вот этот сет. Персонажей, предрасположенных к джинам... Не, у предрасположенности нет. Кого назначили, того назначили. То есть выгоднее каких-то джинов давать каких-то персонажам, и не надо пересекать джинов по внутренним противоречиям игры. То есть нельзя... Ну как, можно дать всех персонажей одному... Всех джины одному персонажу, но это будет очень глупо. В общем-то, суммарно, если мне память не изменяет, у игры 7 джинов каждой стихии, что, в общем-то, позволяет нам перемешать их в пати довольно-таки большим количеством комбинаций. Если базовая статистика не помешает мне, то это получается около 28 комбинаций, как минимум, расположение джинов в команде. Yeah, generic dungeon theme #1 is just not it, guys. It's not it. But that's okay. We only have to put up with it for a little bit longer. In fact, there's less generic dungeon #1 theme in this route than there were in previous routes, which is a big win, I think. Так, взаимодействие джинов тут есть, ну, элементах как таковых. Потому что... 20... Так, ну вот вариантов использования джинов, ну как, не вариантов, комбинации положения джинов в команде. Если считать, что каждый джин, ну как 7 джинов, распределить по 4, то основных-то 28. Ну вот я как минимум вижу. Ну, мой персонаж станет джином и затащит спидран в соло. Да. A lot of us really love this game, though. Like, I'm one of those people. And as much as we may rag on it, like, at its core and at the spirit of this game is very much a Golden Sun game, and that's why we enjoy it so much. There are just some bits of it that we all think, you know, if they'd just done this or just done that, it would have been, you know, as revered as it is, as the Golden Sun GBA games are. So. 7 в 4. Вот, как раз спасибо за поправку. 7 в 4 степени, а не 7 на 4 варианта. Благодарю. Да. Все. Я вот... Базовая статистика, к сожалению, подводит. Я пересдал мат-анализ и теорию игр, но, слава богу, не надо. В общем-то, возвращаясь к завершению механик боя, помимо того, что все завязано на джинов, в самой игре у нас очень много загадок, завязанных на как раз-таки взаимодействии нас с элементами окружения. И в основном, помимо загадок, у нас есть еще рандом энкаунтеры, которые свойственны всем JRPG. Толкаем статуи 10 часов, да. Ну как, у нас рандом энкаунтеры еще игрой запланированы. То есть нас должны периодически донимать рандомные мобы. Но поскольку мы сохраняемся и выходим из игры, мы ресетаем условный счетчик шанса столкновения с противником. Тем самым практически всегда мы ходим на нулевом шансе энкаунтера. The final boss is like the entire route is devised around the final boss, and we'll talk a lot about that final boss. But yeah, we're far away from that at the moment. Right now, we've finally got the grip crystal, so we've kind of completed what we set out to do. We've got the grip crystal. We will get out of this room, which annoyingly gives us a quick mini tutorial on grip, and then we will promptly die as quickly as possible. Ничего, статы. Вот здесь, кстати, я точно не скажу, к чему привязан счетчик Golden Sun данной версии, потому что
Он завязан на времени, если мне память не изменяет, из-за того, что Save Quit нам сбрасывает время активной сессии игры. Сейчас, кстати, нас обучили, как хвататься за объекты. Но это вот мини-обучение того, что у нас появилась возможность условно хватать объекты на дистанции. Скипнуть мы его не можем, поэтому нам пришлось условно открыть себе кристалл, чтобы открыть дверь. Yeah, it's kind of annoying because there is a pathway from the first room of this dungeon to this area. Skeletons, perfect. Skeletons are the best thing to death whip on, by the way. И сейчас мы столкнемся с противниками, по идее. Если нам повезет, то это будут скелеты. О, But yeah, we отлично. can't access that door at all. So yeah, we have to go through all of that just for this. And well, it's fine. We gotta Сейчас мы наблюдаем замечательную систему skeletons. нашего фаст-тревела, где мы осознанно жертвуем как бы небольшим количеством золота для ускорения. А, я опаздываю даже от вас. Spiders, we'll use spider webs. Так, Kind of- чатик, скажите, сколько у вас времени? Having adventure again. You want to talk about Sun Saga canceling really quickly for me, Val? Another little which what? Yes, I would love to talk about Sun Saga. 48-16. About 2 weeks after initially breaking the game, we knew about Так, saving сейчас items я немного ускорюсь, потому что я совсем уж в прошлом. When you save a quit, it completely reloads the world map. What do we have that Прям also очень в keeps- прошлом относительно чата. So I figured, okay, maybe we 35. can check out the status screen because both screens. Так, show the сейчас world map. 48, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Насколько я от вас далеко или в ВОК уже перешел? I was like, oh, На 7 отстаю? those are pretty cool. Секунд 8. Sun Saga, it tells the story of the first Интересно. game, and it does that in a cute little. Ладно. And apparently, in order to play Что-то that совсем. animation, they just unload the world map for a moment. Так. And 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Все нормально. Отлично. zero encounter steps. The moral of the story is that lore repels monsters. So tell a friend, read the lore, keep the monsters away. Замечательно. Я догнал. Не, одна секунда, это вообще не страшно. И That there's one riot. тут, к сожалению, спойлерить нечего, потому что Five books in- сам по себе ран заключается в том, что мы в буквальном смысле перемещаемся по карте, собираем but it's so определенные... get one, like, literally. Блин, я даже не назову это чем-то особенным, потому что в начале игры это задание по перемещению «иди туда, принеси то». Но единственный вариант ускорения спидрана, который мы можем делать, это использовать There we go. как ускорение скриптов, обозначим так, потому что у игры триггеры висят на каких-то событиях, на каком-то местоположении, на том, где главный герой окажется условно в момент X. То есть сейчас мы с вами с помощью Welcome to Клипа? Lonely Isle. Lonely Island is one of the end-game dungeons, but fortunately there are no encounters in this dungeon for whatever reason. Normally, И we have all перемещаемся characters, so непосредственно that piece of armor we just picked в up, like an end-game piece of armor. endgame dungeon, ну потому что по умолчанию мы сюда должны попасть только в конце игры, собрав персонажей нужных. And yeah, fortunately, Но you can get поскольку здесь нет врагов каких-либо, only requires и финальный пазл требует только very, very, very used all over the способность хвататься, but between grip and мы можем получить we can basically get through this dungeon непосредственно without награду за этот данж everything. буквально в начале игры. This minute clip. Yeah, so And normally yeah, there's this is gonna allow various us to- things that you have to do here. И персонажи от джинов. So the Ну, first step is like you need slap. You need to slap the nose of the это statue так, away, извиняюсь за оговорки по Фрейду относительно персонажей джинов, turn around to потому что different emotions. по Фрейду. And I think initially it's like angry, so then a flame comes on and you have to douse it, which we would be able to do. So you douse the flame, slap it again, and then it turns. Хоть эксперов. Логично, логично. Long story short, you need В общем, energy that we just как вы видите, вот эти вот клики множественные в действительности смещают нашего персонажа на пару пикселей.
практически. This is slightly more tricky То есть нам надо попасть... far, in a sense that the camera doesn't move. Ну как, это слайдинг. Мы очень медленно скользим к нашей цели. Движется тот, кто хотя бы ползет, вот мы сейчас ползем к своей цели. At all. So you kind of just have to watch Matthew himself very closely and just know where on the wall texture you need to hold. Может, кто-то есть. Yeah. So our reward here is a piece of the Umbra Gear. The Umbra Gear is basically the in-game lock. If we don't get all 5 pieces of the Umbra Gear, we can't access the final area of the game, meaning we can't complete the game. В общем-то, сейчас Those are never going away, and a мы lot с of вами our получили how do we get these pieces of один Umbra из Gear as quickly as possible? 5 основных кусков, нужный нам... Very convenient little clip that takes us over to Lonely Isle, and so we just get Давайте я назову это ключом. В общем-то, нам надо собрать 5 ключей классических, которые позволят нам попасть в комнату финального босса. И сейчас мы с вами попали непосредственно к одному из ключей, которые мы должны были получить гораздо позже по игре, в эндгейме практически, потому что мы должны были собрать определенное количество условных персонажей, джинов и так далее, которые не давали нам попасть в эту локацию. Но поскольку мы можем с вами перемещаться по миру путем слайдинга, то есть клипаясь, мы сразу же пришли в этот данж и стырили себе довольно-таки хорошую броню и ключик. Да, главное ключи. We can just do this little trick here and get into the Ouroboros this way. So Yeah, this is a the very corner, interesting and then variation of minute clipping where it's not just like a linear slide and then you're through. You kind of slide until like halfway, and then you need to tap in a very specific spot to make Matthew turn around, also in a very particular way, and somehow that, I guess, collision sees that, oh, there's a wall. Отцу Карлу не давали построен, которые считали, что у человека недостаточно джинов. Да, логично. So we've basically sequence broken into the last dungeon in this block of the game. So this block of the game kind of is rounded out by killing the Ice Queen. And this is like the last dungeon right before the Ice Queen. So we've kind of sequence broken here just to kind of optimize our... Джины это важно. But the encounters in here are extremely high level. We have absolutely no chance of killing them. We are level 1. And so we're basically going to save crawl through here. This room is notorious. Сейчас вы видите, мы будем сохраняться периодически, точнее мы сейчас сохраняемся постоянно, потому что нам надо сейвквититься, чтобы не встретить энкаунтеры. Джин разве не духи? Мистицизм, мистицизм. But this is kind of like the only really bad bit. This particular room, В общем-то, сохранение происходит постоянно из-за того, что в этой комнате энкаунтер шанс довольно-таки высокий и требует, ну как, счетчик заполняется быстрее, чем обычно. Мы с вами пытаемся добежать до выхода, но как только мы встречаемся с энкаунтером, мы выходим и загружаемся заново. Делаем мы это по той причине, потому что мы левел 1, и нас здесь ваншотят. А ваншот для нас это Death Warp, который здесь нам не нужен вообще. Intended to be the last dungeon, or last of the alchemy machines that we do, we actually do it first, so that's kind of fun. Like I said, we kind of do nothing, and yeah, that was Vortex. We don't get Vortex anymore, RIP. Let me say hi and goodbye. That's okay. Yeah, I was thinking... That room's kind of bad. Yeah, there's a lot of... there's a lot of thinking that goes into which Jin to get. And it used to be pretty straightforward. We had to get like 40 Jin to be able to do the Chaos Chimera strat, and we would just, you know, spend upwards of a minute or a minute 20 even to get particular Jin to make sure we're strong enough to beat the game, back when it wasn't broken. And through optimization and rerouting, and more optimization and competitive routes, trying to beat each other out, we pretty much figured out that, yeah, actually we don't need like 40 Jin. We barely need like, you know, low 30s. And it's 33 now.
Вернемся к королю из стражников. in the way that it does Jin, and was like very like eye-opening when people first saw it. Но если интересует именно логическое обоснование сюжета, почему нас куда-то не пускают и что вообще происходит, то в этой в этой игре финал вообще как бы не происходит мгновенно, скажем так, потому что у нас есть еще продолжение. But we've just activated Точнее, было. the alchemy machine, which again is supposed to be the last one that we do, but we've done it first. So we're going to go up and get the soul mask, which is the grand objective in reaching the Ouroboros. The soul mask, we don't know why we need it yet, so we're just kind of doing this because we know we need to. Давайте. Оригинальный сюжет Golden Sun, как все происходит и почему нас никуда не пускают. Сама наша группа состоит из детей, героев оригинальной игры Golden Sun, вот которая была давным-давно. И все они являются адептами, которые могут взаимодействовать с силой элементов и джинами. Кинзадза, цвет есть. Штаны неправильного цвета у нас были из-за того, что у нас не было джинов нужных. Entire turn. Wonderful. See, this is what I meant about zombies before. They're terrible. Замечательно. Like, they're not weak, they just don't want to attack. Нам попались зомби и отправили нас снова на начало. Это замечательно. Да. Так, возвращаясь к нашим сюжетам. В общем-то, наш главный герой, молчаливый сын Айзека, и Джена, если я правильно помню. По-моему, Айзек Джена, да. Его непосредственно спутники — это Тирл и Карис. В общем-то, один из них сын Гаррета, это точно. Так. Сын Айзека. Джена. Дженна. Это как Жанна, только Дженна. Дженна. Political region of AJ, which is the region we're currently in. Anyway, we're not going to know anything about that. But the important reason why we come into this cutscene is we get Woe's letter. Woe's letter is needed to gain access to Ayutthaya, which is the kind of the major town in this part of the game. В общем, так. We'll get there in a moment. Don't worry about it. Yeah, the same dudes that kind of we saw way earlier on in the game once we got Reef, and yeah. Начало игры, где было обучение, мы искали редкое перо для починки машины, которая сломалась. The lore of this part of this game is really poorly explained. Там мы должны были встретиться с нашим наставником. They are corralling us into doing their bidding without Но us realizing it. попадаем в засаду, устроим... Ну как? Мы должны были с ними встретиться, попали в засаду вот эти вот солдаты, которые окружили нас на выходе из подземелья. Таинственные адепты. И вследствие чего мы разделились. Из-за чего мы застряли на половине континента, на которой, как бы, у нас нет связи с нашими товарищами. И сейчас мы преследуем цель воссоединения с частью нашего отряда и будем пытаться заручиться помощью непосредственно местного принца, чтобы перебраться в другой регион к зверолюдям. Поэтому нас как бы особо никуда и не пускают, нам особо не доверяют, потому что мы вообще не относимся к этому региону напрямую. То есть события, которые происходят у нас довольно быстро, в игре развиваются более последовательно, но поскольку мы можем скипать данжи и все внутренние диалоги, которые были в данже, триггеря входом и выходом из этого данжа наступление какого-либо элемента в катсцене, сюжет начинает двигаться относительно последнего триггера, который мы активировали. Все понятно, чем чатик заинтересован, зверолюди, Вов, Накотяны. And look, we are about to hit a 14.5-minute cutscene gauntlet. I would very much like to not be talking during that sequence, so we'd love to see some donations to read out during that bit. Be great. Do it for Plexa. Do it for me. Hashtag do it for Save Plexa. me. Let's go.
Anyway, we're about to get plunged into the meat grinder, so I mean, even if the meat grinder none of the wasn't stuff should be activated right now, but dropping you it this is. far, So, you would say they're too Джин, почему не? oh, fair. No, Yeah, wait, we just should. like face first in the And blades. Ugh. yeah, this is supposed to be non-activated, and we like very conveniently fall on the hands of this fan. Yeah, don't know why that happened. Anyway, we are done here now. We've got all the things we need. We could just leave normally at this point, but it is far more efficient to, you guessed it, die. Very much the theme of this part of the game. Go ahead. Yep. It's actually so interesting. Like in the first two games, you have to revive yourself at the Sanctum as well, so you already have to pay money to revive yourself after dying. But they were like, no, that's not enough. We also have to take half of your money. Which, by the way, it took us a long time to even realize that. Кстати, есть одно Kind of funny, like, их money людей. Понятно. Типичный, уже все нашли аналогии с тем, что уже было. It's like a double punishment, because if you lose all your money by dying, then you can't even revive anyone. And then they still keep taking your money. Yeah, it's bizarre. It's not a feature in the GBA games, although Bowie, another fantastic member of this community, someone you'll see later this week doing Deedlit, he was like, oh yeah, Camelot did this in Shining something or other. Sorry, Bowie, I don't remember. Shining in the Darkness, Shining the Holy Ark. Чат, спасите. Я уже не знаю, что рассказывать об этой игре, потому что вся механика заключается на джинах. Мы заабузили нужного джина, мы абузим клиппинг, периодически взаимодействуем с менюингом, чтобы поменять класс персонажу. Ну и, в общем-то, это весь спидран. Вот, серьезно, в дальнейшем нас не ждет никаких особых трюков. Немного утрирую. Мне ничто не поможет. Я серьезно говорю. Так, прощения, я забыл включить звук на телефоне. Если вы это слушали, извиняюсь. I hope you like this theme, because we're going to hear a lot of it through this run. And yeah, so we basically pop over, blow it up with Judgment, the tier 4 Venus summon. Extremely powerful, by the way. Еще 3 часика продержаться нужно. We basically one-shot it. In Judgment, we basically carry this part of the run. We're going to use... Знаете, ран довольно-таки интересный. Можно попечилить, там что-нибудь пособирать, пока на фоне что-нибудь происходит. Но здесь не то, что нет альтернативного раута у самого забега. Иногда бывает так, что я вот когда готовился к комментированию, я посмотрел 2 рана. Если что, я смотрел их на скорости x2, чтобы понять просто базу и отличия между VR-холдером условным и непосредственно самим раннером. В его ПБшке, в его обычной игре, посмотреть, чего можно ожидать, там, погадать на ставочке, как говорится, там, типа пузырики, все-таки это пузырики. И в итоге у меня был один момент, что я отошел, вернулся, и поскольку раннеры шли вровень, я не понял одного момента, кто из них где, потому что у них все совпадало вот полностью. Они оба кликали в экран в одном и том же месте, чтобы кликнуться в одно и то же время. Это настолько как бы опасно. Сейчас вот как раз таки из-за того, что мы можем нюкнуть абсолютно всех, launches towards the enemy, does your normal attack damage plus a bit extra, and also saps a part of their HP. After using a Ginny, it goes into standby, in which case it no longer is giving you stat benefits or is affecting your classes, but you can summon it. And when you see this red outline around the Ginny, you can tell that it's standby, and a lot of the time, because summons are so powerful, we just manually set Ginny on standby, because we can do that. Он экспугринит. Сейчас это не совсем гринтеск спы, потому что у нас обязательно рандомные энкаунтеры, а сейфлоуд зачастую чуть дольше, чем просто ваншотнуть весь моб-пак, поэтому он бежит. Он именно бежит, и если как бы ему не фартит,
то он ваншотает пак, получая немного опыта, что в действительности для рана не критично. Тут как таковых элементов, где мы останавливаемся именно на гринд, в отличие, например, от Xenoblade Chronicles, вообще не будет практически. Потому что в Xenoblade Chronicles у раннера, если не пойдет, то он будет гриндить, например, дерево, которое ему условно не... Там шанс, конечно, минимальный, что так случится, но ему может не фартануть. А комментатор играл серию в Golden Sun. Комментатор смотрел спидраны Golden Sun, что самое интересное. Но в Golden Sun не играл, потому что я Dragon Quest из финалку и в целом-то Shin Megami /Persona только играл из JRPG именно хардкорно. А вот Golden Sun прошел мимо меня в свое время, потому что это был Game Boy. И ETS, последующие платформы, которых у меня не было, поэтому я успешно ее пропустил. То есть я не так давно-то и узнал вообще о существовании Golden Sun как такового. Although Granite is not supposed to be accessible at this point of the game, Bark is supposed to be the replacement gen. Yeah, and then of course we have Ground, which completely lets the enemy not take an action, which usually is the first thing we want to do. But yeah, now Bark is kind of just another Venus Genie. Sapphire я застал очень поздно. Это была последняя часть, которая выходила вообще на PS1. Это, по-моему, 4-я была. И на нее тогда перевода не было, поэтому я ее и не прошел. You have like 50-50 odds at least to skip it, but getting it that early is very rude of the game. That's what happens when you get. В общем-то, I shouldn't get another. ран Golden Sun, он, как раны практически всех JRPG, выглядит очень специфически из-за того, что у вас 4 часа приблизительно одно и то же происходит на экране, ничего не меняется. Стратки уже настолько отработанные и настолько стабильные, что раннеры как бы ругают RNG, вот именно рандомные энкаунтеры и прочее, что задерживает их в спидране, но не происходит ничего особенного. Хотя сами игры очень интересные для прохождения, если вам нравится JRPG, и для познавания сюжета и самого мира игры. Потому что сейчас, к сожалению, в RPG не так часто прописывают мир и персонажей, как сайд-квест. FF7 с словарем, вот, понимаю. Я в свое время в The Elder Scrolls Oblivion играл со словарем, потому что у меня не было почему-то русской версии, и я получил только потом. So this is like a major point of story exhibition in this game. This is kind of where you're starting to realize how big your journey really is. Ну вот сейчас персонажи сюжетно осознают масштаб своего путешествия предстоящего, потому что мы только что пришли к своим сопартийцам, условно обозначим это так. Не знаю, спойлерить сюжет игры настолько давней вроде бы не хочется, но она вроде такая старая, что все должны были уже знать. Собственно, мы сейчас получим следующее указание двигаться туда-то, и там случайно врубим одну вещь, которую лучше было бы не трогать. И, в общем-то, из-за этого нам придется исправлять то, что мы включили. Вот. Да. Идеально. Идеально. Все спойлеры рассказаны, а тайны не рассказаны. Гениально, гениально. Thankfully, later on, we do have a playable character who is skippable. More about that later. For now, we have to do Don't this mind me. minute clip I'm right just here. doing a clip. Yeah. So because of doing stuff Ну around вот каждый раз, когда раннер делает какой-то клип, вот как сейчас вот do this minute clip, у нас можно почитать донаты, activate напомнить о том, что what we're meant to do. это благотворительный марафон. Вы можете поддержать благотворительность Try to донатом в RUSC. I believe this cutscene doesn't play anymore, and we can't get the item that we're supposed to get from this guy with the hat and the. Я впервые слышу. Yeah, basically this town's got three or four different states. One is like
pre-Forge activation, one is post-Soul Mask collection, one is activation of the Alchemy Forge. Like, it's kind of annoying the number of states that it's got in. But because we sequence broke and got the Soul Mask, it places it in that third state, and the third state Ну has как? that annoying Это второй экран renders приставки. it rather impossible to get in unless you do that clip. So Вот то, что вы видите слева, это второй экран, который был. the end of the world. It still works out to be faster. It saves doing this area in 2 trips, which is quite. Впереди нас ждут 3 Pokemon Games. Yeah, normally you're meant to go here once and then learn about the soul mask or the sun mask rather. Yeah, soul mask, same thing. And then you would go to Caucho, enter the Ouroboros, find a way to backdoor into the Ouroboros, like the intended way. Сумма, которую собрали, это этот Get the mask already, and yeah. Just Donut get Goal all и this truth Alzheimer Foundation. from, this friend. Кому собираем атак? We need Сумма вроде не обновляется на текущий момент. Sand Sandprints. Prince. Потому что, как минимум, в Donut Goal у них To enter гораздо большая сумма. called ISA. But because we can enter that in a different Балдею только в Golden Sun. Не-не-не-не-не. Чатик, вы чего? Golden Sun — это только начало сегодняшнего дня. Дальше будет Silent Hill The Room, благо. Крайне интересный ран. A place in Thailand. It's really Прям cool. вообще хороший. Dark Souls 3 будет в 19:54. Ну и с 9 часов вас ждет самая любимая часть всех спидранов, всех марафонов Super Mario 64, Супер Капитан Фалкон 64, Sonic Colors Ultimate. Ночью будет вообще балдеж, когда на аркаде будут Dance Rush, Stardom ранить. Самые интересные игры, по мне, так вот, пришел лично для меня спрятаны вечером, потому что в час ночи по московскому времени будет Mirror's Edge, в 2 Metroid и Legend of Zelda The Wind Walker HD. Аж в 3 часа будет довольно-таки интересный ран. Там есть что покомментировать, есть что показать раннеру. Ну и, конечно, я думаю, все появятся на Vice City The Definitive Edition в 16:10. Рекомендую не пропускать это баг-шоу. Это будет вообще мега хайп. Ну и, к сожалению, как бы пришел закончиться. Нам придется уйти на перерыв, после чего все продолжится по расписанию. Потому что завтра, в воскресенье, в 4 часа opening speech будет. Так что 3-часовая Зельда The Legend Windwalker будет как бы закрытием пришел. Ну и первым раном марафона, именно марафона, не опенер, пришел, который мы сейчас смотрим, будет GTA Vice City The Definitive Edition. Так что хайпа будет много. Рекомендую вам к нему готовиться. The good wiki, the goldensunwiki.net, has most of the real world inspirations for the regions, and it's pretty cool. A place called Ayers Rock in the Golden Sun 2, or Golden Sun The Lost Age as it's officially known, which is based on Ayers Rock in Australia. And there is also Taupo Swamp, which is based on a thing in New Zealand. Yeah. Yeah. Taupo, New Zealand. Yes. We have a giant lake in New Zealand called Lake Taupo. And they took that as a real inspiration for Taupo Swamp in The Lost Age. Благо, мы сейчас пережили самую такую спокойную часть спидранов, в которой вообще ничего не происходит. Теперь мы попали хотя бы на часть спидрана, где мы можем наслаждаться прекрасной графикой, проработкой локаций, ну и анимациями. Потому что это нескипаемые части сюжета. Yeah, there's like so many different inspirations. I don't know them all off the top of my head. I don't think there's any based on the Netherlands. Or maybe there are. And There it's just probably pictures. is. Yeah. Who knows? But yeah, it's always Anyway, fun to see that kind of inspiration. We are now learning about the Soul Mask, by the way, with the thing that we have already got. We're basically doing
2 trips worth of cutscenes in one visit, which is why this segment really does drag on. Sometimes it just makes sense to do everything in Идем one go. отдыхать, если So только не... alas, that's what we're going to do. Hopefully we have some more donations coming in or something, because Я пропустил важную информацию, а почему после Mirror's идем отдыхать, если не случится чудо? we still got like 5 minutes left or Я so, что-то so please пропустил? save us. Или Windwalker это бонус-гейм? Chat is coming through. We do have a Hell yeah. $5 anonymous Там просто Legend of Zelda Windwalker на 3.55 стоит. screen incentive, so thank you very much for that. And just as a reminder, View-версия what даже. we're here to do, we're raising money for Alzheimer's Founded. They are the Swedish fundraising organization that focuses on Alzheimer's disease and other dementia-related Так, diseases. расписание. Their aim and their purpose is to increase fundraising to the benefit of scientific research in order to find a cure for Alzheimer's disease. Now, yearly, the Alzheimer's Founded scientists and their board of directors Все, извиняюсь. around $4 million, but Это у нас в 3.55 получится. Все. you get those donations in, you can actually help. Там Метроид и Легенда. Все окей. On top of that, you can also win amazing prizes, and you can get in on these donations. Не, Метроид и Легенда есть кому комментить. Calling you out, chat. Let's get some donations in. Let's see some of those incentives get met, and let's raise some money for an amazing cause. Метроид Дред, так как бы если не проснется комментатор Метроид Дреда, то как бы я приду. Many of you have got loved ones who are afflicted with it. Я что, зря на свече ее пробегал? Вы чего? A huge boon. Без Метроида точно не останемся, а вот Зельда, это уже интересно. Golden Sun. I guess here we can also talk about how Ваба, можешь мне в расписание записать на Метроид? Я проснусь, вот будильник себе поставлю буквально и проснусь. going from slow Без шуток, там в 2 ночи, чтобы покомментить Метроид без проблем. as you would expect to put the text speed to fast, but we didn't do that at the start of the game. We're still on normal text speed. And the reason for that is Там, если чай в чате у нас, то у нас можно как бы чаю попробовать забайтить на легенду Виндволкер, но если что, я тоже как закрою. so we're pretty much constantly spamming X, Y, and A, or also B if we're sure that we aren't going to say no to an option that we need to say yes to. Which is very different from the GBA games, where we set the text speed. А так, если на Виндволкер никого не найдется, можно как бы меня тоже записать. Я готов остаться там на пару часов, но мне там, скорее всего, нужна будет помощь, потому что я не ожидал, что меня так поплавит Golden Sun, если честно. Потому что ран как бы интересен для просмотра, но комментить его очень сложно. Да блин, он Вейкер, Виндвейкер. Да я знаю, что он Вейкер. Там в 3 часа ночи будет, и это будет Виндволкер, я вам гарантирую. Там такой пиперан. Я вообще хайповейший. Мне кажется, надо этот... Так, я предлагаю чату не спойлерить мою боевую привычку с Метроидом и именем главной героини, потому что те, кто помнит, те помнят. It was good to be playing Golden Sun again, and this really resonated with me quite strongly. A lot of this game has done well. This is definitely one of those moments, I'd say. Yeah, for sure. So the way you're meant to get the Soul Mask is first you go to IFA, Вот where так we вот go pick делаем. up another Всё. Mercury adept, and then that Mercury adept can learn Скрин топлива. Psynergy calls the Insight class, or maybe it's just an item, but it's treated as a Psynergy by the game. And that would allow us to backdoor into the Ouroboros to then get the Soul Mask, which we then put into this Alchemy Forge. So you're Ну, в supposed to общем-то, go through- по ходу сюжета you're supposed мы с вами продвигаемся по регионам данного мира, Yeah, we kinda just условно. that. So it's not as impactful, И каждый раз, когда у нас открывается новый регион, but it's still практически как в покемонах, мы получаем доступ к вариантам фармов нового джина, но это в казуальном прохождении. В спидране мы это игнорим, но для тех, кто не понимает, чем так как бы эта игра хороша, заслужила культовый статус на самом-то деле, это то, что свобода действий на то время довольно-таки большая была. Типичное для JRPG исследование, которое было вот свойственно в основном покемонам, где мы ловили покемонов, перетекло в финалку с его джинами. Time sink, this block of game that you just had to get through, and it was very frustrating to play through it. But thanks to Velissa,
we found a ton of interesting ways to kind of break it, and well, I think we've saved 15 minutes out of that section these days, more or less. Like very significant time saves. It was a lot of cutscenes in ASA, and there was also a dungeon, and in that dungeon you kind of just blew everything up the same way, so it was also not the most engaging dungeon in the world. But yeah, now we pretty much don't see like any of that. Yeah. So the whole reason that AUTH is annoying is that it locks you into a bunch of В общем-то, cutscenes. сейчас нас заперли в катсцене, And very и, к сожалению, у меня нет generally, сокомментатора, чтобы я мог отойти за едой. so Поэтому, again, not a lot of minute clips, very hard to find tech to break it. чатик, скажите, кто верит в то, что мы уйдем в бой Teammate? That exists. На текущий момент у раннера как бы, That's enough to get us through. ну, шансов Then we found some other tech that I'm sure много еще накосячить, но критичных косяков пока не было. It's amazing. Where do you want to start, Val? Сиду компу. Oh gosh, where do we start? Лаба сразу видно профессионал. Best to talk about those specific skips when we can actually see them when we're in ASA. Sure thing. All right, so we're just gonna leave AUTH. By the way, this track here is a banger. Like, again, this game has got some great tracks. Just could we just get less of generic dungeon theme number one? Thanks. But anyway, this is a banger. We're just gonna leave Passage. We're done with the cutscene gauntlet, and we get to play the game again. Так, мы прошли наконец-то катсцены, и нам разрешили поиграть в игру. Поздравляю, чатик, нам есть на что посмотреть. Intended way, just to do a little bit of overworld optimization. It doesn't save that much time, but it saves time, so we do it. So yeah, it should be fine. Get back onto the one thing now that we've activated the forge, it's kind of placed the world map into like a new overworld state. So the enemies are actually a lot stronger. They've gone from like level 11 enemies to like level 16 enemies. Сейчас мы перешли в следующую стадию мира, кстати, это стоит отметить. То, что, получая сюжетный триггер, мы усиливаем иногда монстров, получаемых в рандом энкаунтерах, потому что для игры произошел сюжетный элемент, который активирует скрипт на то, что спамить более сильных монстров в рандом энкаунтерах. Теперь нам лучший РПГ на свете. Да не. Знаете, мне вот не хватает исовских спидранов, ну и спидранов ГДК, вообще вот спидранов старых финалок, когда еще давали закончить спидран, который пошел вообще не по плану. Там Final Fantasy 8 со смещением расписания на 2 часа из-за того, что спидранер не уложился, это было лучшим, что могло происходить в свое время. Это вот со временем как бы ИСа, ГДК все стали строже к этому относиться, а раньше-то как бы пожалуйста. We needed Woe's letter, so that's why we went through all those cutscenes in Kaltra. So, like we kind of mentioned, we've kind of cleared out all of like the compulsory items that we need to get through this part of the game, and now we're just basically gonna rush through a bunch of bosses in a row to kind of get the game going, basically. Так, чатик, я отойду на минуту и вернусь. Not very common, but mentioned on old game FAQs threads, is that some people manage to softlock in this area. Like they would somehow manage to fall off the raft or like between the raft and like a lily pad and manage to softlock themselves. And I've spent so many hours just trying to replicate that and I just couldn't. It probably wouldn't be useful anyway, but it would be very interesting to have it on video and to, you know, understand how it happens. There were a lot of unfortunate souls who fell down into the water, and because of Sanctum, Warp, and lack of encounters in that area, if they saved their game, they actually had to completely restart. Very unfortunate. These are the generals. They have a very sad story, but we won't see any of them, basically. These guys are intended to be the boss at the end of this region, but we're going to skip them entirely, so they get to live on a happy existence, and they totally don't get turned into skeletons by some very evil monsters later in the game. No, sir, they do not. That does not happen to them at all. Nope. That being said, they are jerks. If I didn't see it, it never happened. Все по плану. У нас спидраны. I'm not sure if they're exactly living the happiest, best lives, but, you know, we'll just assume that they are living.
Сейчас будут нескипаемые катсцены по умолчанию. Все, что приходится, это скипать текст и бегать. И все идет по плану, да. Потому что я успел сходить как раз по делам, тут начинается геймплей. Но комментить пока особо еще нечего. Кстати, оффлайновый марафон — это вообще очень радостная новость была. Жалко, не показывают этот зал, потому что когда Раннер сидел в зале, было вообще восхитительно. Ну, по крайней мере, оффлайн. And then he brought up that this tower here exists. I had completely forgotten at that point. And he was like, oh yeah, that tower exists. I'm like, oh, does it now? So I went up there, and with our other piece of tech that Plexa discovered, which is, I think we kind of unofficially call it fall clipping, we did actually manage to achieve something, because when we first found this particular minute clip, we couldn't really go anywhere with it. We're up too high. If we walk to the left onto that roof, we get stuck. If we do the same on to the right, we get stuck. Мне больше всего нравятся в этом ране вот эти вот клипы, где мы стоим, просто кликаем в одну часть экрана и ждем. Once fall clipping was known, and then that reminder that this clip exists, we managed to find, you know, В общем-то, казалось бы, зачем мы это делаем и все такое, но на деле это скип кучи катсцен. А самое худшее, что есть во всех играх, это катсцены, когда вы проходите на спидран или просто хотите ускорить прохождение. But yeah, you saw right there that he walked like upward, and then he fell, and then he walked back downward, so he was on the level with the water. And that's very important, because at the water level, yeah, the building there just doesn't have collision at the water, because there doesn't have to be. So you can just walk through it and walk straight out of bounds. And yeah, a whole bunch of walking through walls because they didn't give them collision. We managed to skip the entire sequence of entering this place the intended way, which is, again, Мне вот интересно, на каком-нибудь из марафонов появится Сифу. Вот игра недавно вышла, но ее уже как бы заранили. Потому что спидранеры люди такие, ранят все, что движется. Так что там, возможно, получасовое прохождение будет в один момент. Прям очень интересно смотреть за Сифу. Спидрайн. Я там почитал уже некоторые гайды на том, как механики работают, там прям... Уф, прям идеально. It's just a complete nightmare to kind of get it to work the way you want it to. So to get that first try is really nice. I'm really proud of it. I'm really happy to get that. Yeah, for sure. I'm very impressed, because every time I've tried to do it, it takes me like probably 5 saving quits, sometimes even longer, and I'm just like, this is costing so much time. Because if you don't walk back out of bounds. Вот сейчас вы видели менюинг с переставлением джинов в окне персонажа. Мы как раз таки меняли класс персонажа, меняя тип активного джина у персонажа. Yeah. Anyway, here's the second intended use of the tree flute, and the first time we actually use it. We're summoning the Sand Prince. Sand Prince is kind of an interesting fight. It is pattern-based, which means it has 8 actions that it'll always follow in order. We just don't know at what point he's going to start. And we have surprise another death warp coming up soon, so we actually want to find out where we are in the pattern so we can optimize how much damage we take on this guy, so we can die easier later. And also know that we're not suddenly going to get eruptioned and actually die on this fight, because that's not useful. Вот сейчас мы посмотрим, можно ли засчитывать еще один point к overestimate'у, потому что если сейчас пойдет все плохо, все закончится сейчас. Потому что этот файт желательно бы выиграть. What Plexa does here is he puts a lot of Molochs on Matthew specifically, so you can kill off the rest of the party, but Matthew is very unlikely to die.
And that's just going to make the death warp easier later, because Molochs can be set to standby, and then Matthew suddenly isn't a massive tank anymore. Perfect. That's like exactly how I want that to go. Everybody Идеально. So only Matthew gets Прям идеальный the файт. party members don't get Лучше быть не могло. but Уже хорошо. levels don't really matter in the grand scheme of this run. Yeah, there's like one level that I want to get on Sorrel, which I've already got, just from random encounters, and that just guarantees a backup strat. Like, levels really aren't that important. Alright, new tech. Вот сейчас раннер отмечает, что довольно повезло с левелом, потому что в рандом энкаунтере он их получил, но это не было обязательным и по плану, так что выполнение рандом энкаунтера было чисто на удаче. Потому что если бы он не выпал, у нас был бы левел чуть пониже, и файт как бы был бы менее безопасным для нас, потому что мы могли бы отъехать. Consist of one map file, but with different like sets of objects loaded into it, or they can be two copies of the same map, but you know, different map IDs. So of the main town area, there are two separate maps. There is one with the water drained and one with the water up. So what we do is we walk into the drained version of the town, and then we go back here and refill up the water. So now we have the flag set that the water is meant to be high, but because we enter town with low water, our sanctum pointer, where we go when we die, is set to the drained town. And that doesn't update until we walk down south again. So what we're going to do is we're just not going to go down south. We're going to go into this room where we fought the Sand Prince. Самое сложное в действительности в этих ранах — это отмечать то, насколько раннер хорош в процессе менюинга. То есть переключение в меню занимает довольно-таки большую часть рана, и если вы плохо работаете с меню, то у вас ждут проблемы. Pay attention to the upper screen. You'll see that when I go into town after I die here, it will be blue, as in the water is raised, although it will very clearly not be raised. Fast travel путем того, что мы жертвуем немного денег за доставку до таверны. An area that you're only supposed to be in when the water is drained. And because we enter, it's very interesting because the map, the main outside map where we used Whirlwind to go around on the lily pad, is based on the flag. It's one map file and it is either high water or low water. But because we enter through a door where you're only supposed to be able to go if the water is low, it loads you into the low water version of that map. Самое интересное количество часов, которые раннер тренировал вот этот менюинг, может превышать количество часов, которые он тренировал бои. So that was that thing that Val was talking about a while ago, where if you swap a Jin into a fake Moloch, you kind of lose your Jin and you gain a Moloch. So we just did that. So reminder, Moloch is the glitch Jin that gives us 1 billion stats that we kind of glitched into our party by grabbing an empty space. So by doing that trade, we've kind of deleted Chill and gained an extra Moloch. So now I have 4 Molochs. That's enough to give everybody 1 million stats, which is super helpful. Сейчас вот Ран отмечает то, что непосредственно с помощью менюинга и абуза самого процесса переключения захвата пустого места он смог задюпать Джина 4 раза. Ну, не Джина. Здесь стоп. Да, это Джин. Джина по имени Малок 4 раза. То есть это хватает всем персонажам, чтобы получить все свои сломанные статы. And again, this is technically glitchless, because all we did was a death warp with a certain flag set, you know? So that's really cool. This is the only skippable, playable character in the entire series. That being said, if you're doing only glitchless playthrough, you can't do this and then proceed, because you do need Amity normally to enter the Ouroboros. Сейчас отмечается, что мы можем скипнуть одного персонажа. Это единственный
как бы персонаж, который доступен для скипа из-за того, что у нас есть альтернативный способ перемещения по карте. Как раз таки это вот наш трюк с слайдингом. Save before this? И то, что мы задюпали непосредственно себе джина. Yeah. You There can is a soft lock potential on the soft lock bridge. here. Сейчас мы сохраняемся, потому что потенциально здесь может быть софтлок. Come on. It always works so well in practice, and then like when you get to do it, it like doesn't work. Сейчас раннер отмечает марафон лак. Sometimes you То, что на практике-то все работает хорошо, у него сейчас не очень good получается. sound, but then, just puts it back on. Very, very finicky stuff, these clips. Yeah, I've actually taken a lot of steps at this point. Sweden. I'm just gonna do a Sensei reset. Actually, what I Well, should do is I should just redo my setup. Yeah, go for it. Сейчас он переделает сетап. Community has listened. We've got a flood of donations in. We've got $5 from Conical Flack. They say, good luck, Plexa. Great to see this run getting the recognition it deserves. I can't wait to see how the Golden Sun series ends, because they couldn't possibly leave it on a cliffhanger, right? Сейчас очень жестокая шутка. We've also got Очень хочется увидеть, как закончится They say, серия Golden Sun, ведь она же не может закончиться на клиффхенгере. and I think I'm in love. I can't wait to binge Но, к сожалению, да. all of next week. Here's to fast runs and ending Alzheimer's. Much love. Thank you for that. We've got $50 from Ananins. Says it's great to see ESA again and finally bringing some normalcy as well. The lack of personal contact has been tough, and I hope to see a lot of great runs as usual and lots of support towards Alzheimer's Haunted. And that donation went split 50-50 between the Epilogue Showcase and the Rainbow Screen, and we are inching ever closer to making those happen. Speaking of Rainbow Screen, we got $100 in from Iku. It says, so excited for a week. С серией Speedrun. Good luck to all. ничего не случилось. Просто And then finally, one more $100 donation. Просто иногда случаются грустные вещи. Saying, loving to see these retro style games in this. С Golden Sun случилась как раз такая грустная вещь, For both the runners and organizers. очень печальная. To you all. And both of those $100 donations went towards the Rainbow Screen incentive as well. So, Заключается вся эта грусть серии в том, что серия Golden Suns let's get that extra. закончилась на том, что это последняя часть Golden Sun, которая увидела свет. I'm not even mad that took forever to get. Like, I'm glad we got to get those donations А out. финал этой части — это огромный клиффхенгер на финал Getting those donations серии и продолжение, так что да, exciting. в действительности для фанатов это очень грустно. Yeah, I don't know. Marathon luck, I suppose. I'm just very glad you saved. 'Cause Yeah, that yeah, soft lock- cool. Thank you. В какой-то степени that I actually soft soft lock locked is twice. I've soft locked on that bridge 3 times in my life. Twice were just then, so that's fun. Anyway, another. интересный момент Раннер отметил, то что он за всю свою жизнь всего лишь 3 раза софтолкнулся на этом месте. Один раз это было до марафона, и 2 вот прямо на этом марафоне. That is required. Финалка. А финалка всегда заканчивается. So yeah. В Final Fantasy нет незаконченных частей на текущий момент. Ну, если не считать, конечно, Final Fantasy 14 онлайн, там... А, стоп, даже там сюжет закончился. Mini dungeon. Там закончилась полностью арка сюжетная, то есть Final Fantasy 14 онлайн сейчас полностью закончена сюжетно. То есть Can ruin our lives. нет ни одной Final Fantasy, которая вышла и не получила полностью завершенного сюжета. Instantly kill somebody if that happens. Ну, если только спин-офф поискать. But that's И то даже спин-оффы не особо помогут, потому что там везде плюс-минус завершенный сюжет, а в Golden Sun but it is как бы продолжения нет, а эта часть кончается... so. Ну, в буквальном смысле она не кончается, она как бы говорит дальше в следующих сериях. Okay, so Ice Queen is pretty much just the counterpart to the Sand Prince. Final Fantasy Remake, которая... From Sand Prince we got Ну, это как раз-таки в спин-оффах относится, если только в спин-оффах поискать, потому что Final Fantasy 7 оригинальная закончена, а ремейк, ну, согласен. It's literally called Sand Prince, and this one's called literally called Ice. Ну, ремейк там немного сюжет уже переделал, может быть, они действительно его перепишут. a lineup synergy. You get access to all 3 tiers, so these items used to be like the biggest power spike in the run back when it was glitchless. Because even when you're at like level 10 or whatever you are, По мне, так самая лучшая серия из долгоживущих серий — это Resident Evil. level 30, Потому что Resident Evil максимально не боится как бы меняться. let's do like this. Потому что How much is
Первые 3 части Резидента — это survival horror с видом сверху. С 4 по 6 часть Resident Evil — это такой экшен-хоррор. И вот, начиная с 7 части, Resident Evil становится хоррором от первого лица. Такая интересная эволюция серии. Каждые 3 части, получается, что-то преобразуется в ней. Хорошо или плохо, это как бы решать каждому отдельно. Plexa did mention it, Cold Snap. If you're familiar with the GBA games, it's literally frost. If you see a puddle of water, you can freeze it. Жду. Ну как? Не только каждого Golden Sun, но предыдущие, по крайней мере, получали какое-то продолжение, в отличие от этой части. Сэдж. is used in a grand total of 1 room, and Cold Snap is used in a grand total of 1 room. A lot of effort just because we can't break those particular rooms. We're trying our best. And that's the Ice Queen. Very uneventful. We're also about to meet Nyumpa. Nyumpa is a character from Golden Sun 1. There's a ton of references to Golden Sun 1 and Golden Sun 2 in these games. I'll point out a couple of them as they come along. Nyumpa is kind of obvious. He's the guy who's chilling at Fusion Temple, gives you force, that kind of thing. For some reason, he's still around. He still looks just as old as he did 30 years ago. Сейчас рано отмечают, что здесь очень много отсылок к предыдущим частям Golden Sun, персонажей и прочего, что довольно-таки символично. And speaking of good tracks, we're about to go from this amazing icy theme into the Port Rego theme. It's like this upbeat kind of sailing tune. It's really great. So again, this game has got amazing soundtrack. It's just over focus on the wrong tracks. Yeah. So there's actually another part of this dungeon, which is if you fall down. Like if we were to just travel straight down, we could fall down a hole. And there's some more encounters, and there's also another Mercury Genie. That one's called Serac. It's a pretty cool design. Yes, it Speaking was of really gin designs, actually, we haven't brought that up yet. So in the GBA games, there was one sprite for each elemental gin. So every Venus Genie looked like Flint. Every Mars Genie looked like Fever, I believe. And yeah. They were all the same design, and in this game, В общем-то, decided, hey, let's двигаем сюжет дальше. chunky friend Crowns. I love him. Получаем, в общем-то, следующую цель по получению наших ключей. Very, very cool. Some of them are very goofy, and some of them are kind of questionable. Shout out to Furrow. That's, yeah, it's Faro such a gives nice me thing. nightmares. Хорошо, что запись нашего чата не попадает на основную запись. Well, because when you're doing your gin menus, assigning gin to different people in the GBA games, you have to look at the names. But in this game, you actually have a visual representation of what every genie looks like. So if you know what they all look like, you can just instantly see like, oh yeah, I'm looking for ground. Oh yeah. Сейчас как раз-таки Genie over there. And, хорошее замечание, что это первая часть Golden Sun, в которой у джинов появились визуальные различия между своими элементами, потому что раньше единственный способ узнать элемент джина было посмотреть то, какой как бы текст у него написан в статах. we should be able to go back to Passage and activate the Clouds of Passage. That would let you go into the Kirin region, where first you would have to solve the Zodiac Clock, and then you have like this icy region, and then you have Terraria, and in Terraria there's these beastmen, and yeah, a whole story event. There's another dungeon in between. There's Tep Ruins. Say hi to Terraria and Tep Ruins. We're just gonna, make our way past this wall. How do we do that? Naturally, by going under it. It's this weird, endless wall glitch behavior. God, there's so much going on here. So Matthew's shadow disappeared when he was standing in the air on that cliff. And reloading the map puts you at like basically the bottom of the map, and you can walk for a bit before the game realizes, oh yeah, you're under terrain, you should be on the terrain.
So that's when it popped him back onto the mountain on the other side of the wall. В общем-то, еще один слайд, There is чтобы сократить себе время между перемещением по локации и заставками. change in elevation. It's kind of a weird specific requirement, but if you walk in certain places, usually very high areas, and then you walk down, you enter this no-clip state, where you can walk through some terrain, and you also don't get encounters because you're not on the ground where the encounters are mapped to, pretty much. So by getting close to the end of this wall, and then walking down the cliff onto the water, Plexa was able to just walk through the terrain without encounters. Сейчас отмечается, что, уходя в слайдинг за пределы стандартного маршрута, вы не будете получать непосредственно рандомные энкаунтеры из-за того, что находитесь вне зоны доступа этих энкаунтеров. But yeah, by backdooring, we can just go straight to the herb shop, which is where we need to be to talk to that woman right there, who is also a reference to Golden Sun 1. Yeah, and yeah. That woman is Jill. She is the girl that's turned into. Кстати, отмечаю то, что наши спидранеры будут на непосредственно самом марафоне. Мне вот интересно, наши раннеры Диагон 15 числа будет комментить свое прохождение для нас или не будет? Which is pretty great. Anyway, this is Phantasmal Bog, one of the best designed dungeons in the entire series. It's actually just... На русском, и кто-нибудь переводит там на ИСу. Было бы забавно. But it's amazing. It's super well done. I think, you know, the dungeon design in this game is just like genuinely... Сейчас как раз-таки снова был менюинг для того, чтобы сменить активный элемент джинов. Ну, точнее, не элемент, а статус персонажа, который использует джина. Сделать его активным для того, чтобы он поменял класс персонажа для подготовки следующего боя. And depending on the state, you can, cross over the water, or you can go under it and then take the stairs or move the logs, and then you raise the water, and then you can use those moved logs to cross it to the next area. It's very cool. It's a bit confusing the first time, for sure. But it's very cool, and yeah, we don't see any of it. We're just gonna do another minute clip. Now, what Plexa did, he just cast grip, and there was nothing to grip onto. Why did he grip? Well, this is another thing that I kinda stumbled upon. If you cast Psynergy, that summons an entity, so either a hand, or like a whirlwind, or a fireball, and then it goes away, and you don't move. Matthew stays completely still. He stops breathing. Normally he has like this very exaggerated breathing motion, and it can make it very difficult to tell exactly where you are when you're phasing through a wall. Like you might imagine when his head is moving backwards and forwards, it can be hard to tell if you're making progress or if you're moving back out of the wall. So Plexa uses that to stop Matthew's movements, and then you can see exactly when a pixel clips into the wall and when you're slowly making progress. This clip is not free. It's not the hardest clip in the game, but it is up there, and the reason for that is clipping into the wall. Right now he's like in the wall collision. He can't move at all. There's going to be a very short amount of time where he's going to be far enough in the wall. Сейчас, как вы видите, мы двигаемся за пределами экрана, но при этом мы все еще находимся на экране. Minute clips are just so weird. Kinda... Oh, nice. First try. Все, замечательно. I'm really good at that clip. I'm only going to say that after the fact, but I'm really good. Если что, мы могли здесь застрять на какое-то время, и нам пришлось бы довольно-таки много времени терять на вот этом клипе, если пришлось выходить и загружаться. Just to make sure I don't instantly walk into that loading zone. Alright, here we have our friend Sludge. Yeah. This is the Sludge fight. This is actually one of the best bosses in the game, just like in terms of design. It's inspired by the Star Magician. Really technical. You wanna
talk a little bit about it while I just get some inputs in? Yeah, sure. So as you can see, Sludge has two friends. They are Shield Skull and I believe the other one is Hog Skull. And they each have dedicated abilities. So the Shield Skull casts this shield onto Sludge every turn. That's a shield that... Сейчас идет обязательный бой с боссом, но в первую очередь мы непосредственно используем дебафы по классике, то есть увеличиваем количество максимального входящего урона в противника, чтобы выстроить комбинацию на том, чтобы нанести несколько сильных ударов с максимальной защитой своей пати из-за того, что мы очень сильно отстаем по уровню относительно планов игры, и нас могут ваншотнуть, если мы не будем защищены. Но при этом самому боссу мы можем нанести довольно-таки существенную часть урона, используя понижение защиты. We're coming on a good time for donations, but just to quickly explain, I'm using Ground as many times as possible on Sludge, so it can't use its bad abilities. Its bad abilities being Bring a Friend and Cure Well, which heals it for a ton, so it makes the fight take an extra turn. So this, Замечательно, успели в одну ротацию. Здесь, если мы не нанесем достаточно урона в босса, то он похилится. И это будут лишние ходы для нас. That combination of damage is just enough to get through the shield on the first turn and still secure a 3-turn kill. It's a really intricate fight, super cool boss, great design, and I really hope you enjoy the level up music. But probably a good time for some donations because we're about to jump straight into another boss after this. Ну, сейчас вот время для донатов, потому что мы будем бежать для следующего босса довольно-таки непродолжительное время, но сам босс-файт такой... Сейчас вот мы форсируем катсцены, чтобы ускорить подход к боссу. All of the revenue that we generate from cheers, from subs, even from the ESA merch is going to go straight to Alzheimer's Fund. Also, keep in mind that if you have Amazon Prime, you have a free sub sitting there waiting. It's available to you every single month. So if you have, я очень сильно надеюсь, что это будет VR. hit that sub button. It'll unlock all of our awesome emotes, and you're going to help support a great cause. Хотя бы VR. А лучше там улучшить время VR, ну, часика так на пол. Там, я не знаю, вот взять, забежать куда-нибудь. Случайно нажать какую-нибудь кнопку на свече и пропустить там половину миссии всей игры абсолютно случайно, потому что никто раньше эту кнопку не нажимал во время этой катсцены, этой заставки, этой минуты. Иногда спидраном не хватает какого-нибудь человека, который просто зайдет, захочет ее пробежать немного казуальненько, нажмет какую-нибудь кнопку и хоп, откроет скипост, которого не знали тысячелетия, тем самым изменит полностью весь марафон по игре. I'm making a lot of people who watch me on a regular basis very angry right now. Furrow has a small fan club, I don't know why. There's a non-zero chance we will encounter Furrow as well in the next trip. Я не знаю, только у меня или вообще у всех есть какой-то рассинхрон звука вебки и самого стримера. Это очень странно для меня. The Hermes Water is an item you get after a whole chain of events that requires us to do stuff that we don't really want to do because it takes a lot of time. So instead, we're going to go and redo the same trick we just did to get back into that no-clip state. And then once in that no-clip state, we'll be ну все отлично. Я-то подумал, что у меня еще и рассинхрон с самой трансляцией какой-то начинается. Чтобы не было overestimate. Ну нет, сейчас вот overestimate, ну как, он все еще возможен, у него как бы есть целых 2 часа, чтобы увеличить себе время прохождения, ну там на полчаса, да и все 45 минут, ну там как бы 2 софтлока уже пережили. Рандом энкаунтер его особо не терроризирует. Пока что жить можно.
And the other thing is, yeah, we need to get the Hermes water from a character from the Lost Age that Ну, это 100% не VR, потому что слишком много как бы потеряли на софтлоке при слайдинге. И слайдинги сами зачастую очень долго получаются. You're supposed to heal the Dream Tree because north of Kalaima, where we just were, is a forest, and that forest is like cursed pretty much. If you remember Kalaima from the first game, Вот сейчас мы как раз-таки вышли в ООБ, условно, проходя за карту, попадая под область, на которую наложена одна такая большая текстура. Мы получаем триггер нахождения за картой, возвращаемся на саму поверхность, но в действительности мы идем не совсем по текстуре, которая заложена разработчиками. Мы уже находимся в ООБ и проходим прямо под моделью текстур. То есть персонаж исчезает такой за фоном, доходя до нужного триггера. It makes you travel like to one end of the world map, then come back to the other end, and because you're visiting towns, you can't die and speed it up. It's just slow. But we get to do it this way. This is Hozan and Ryoko. I always butcher their names. I apologize. Anyway, they pop up from time to time, and I say pop up in a quite literal sense because if you follow the speedrun plot for these guys, it makes absolutely no sense. We're supposed to have met them as we cross the mountains, and we're like, oh, we know who you are. And we learn that Ryoko's younger sister, Hozan's granddaughter, I think, has been kidnapped by the Balinskians. We'll meet the people in Balinsk in a moment. And so we learn a little bit about their quest, and then they randomly collide into us at this point in the game and give us the slap glove, which is something that we need to progress. It's the thing that gives us slap. But yeah, then they're gonna do things like betray us, rejoin us, and it quite honestly doesn't make much sense, especially in the speedrun, because we're not gonna see half of their story. So yeah. В общем-то, мы пропустили уже половину истории игры, что для нас хорошо, собственно. Выбираем конкретных джинов, ну, активно. Are the only uses for Cold Snap. If we could skip past these two puddles, we wouldn't need to fight the Ice Queen at all, pretty much. And we wouldn't need to get... Как видите, мини-головоломки повсюду расставлены. So that would be pretty big. Игра очень любит их. Yeah, that'd be a nice time saver. It's a very vertical room, so it's... И рандом энкаунтер. Вот, собственно, на таких рандом энкаунтерах теряется основное время относительно VR. Мы как бы не против немного лишнего опыта получить, но он для нас несущественный. А вот время самого файта для нас очень сильно важно. Потому что, потеряв вот 1-2 раза по 10 секунд, это довольно-таки много времени потерянного получается. We have reverse fall clips and things like that, and just everything we throw at it, nothing works. Yeah, we have one out of bounds in this area. We can get out of bounds here. It's just that we can't. We can only do that at ground level, and we can't go up. So, yeah, if we manage to find a way to skip that, that would be a lot of time save. It would be easy. Вот сейчас вот отмечается, как легко сделать SAP 4, если бы мы могли клепаться на объекты ниже уровня Земли, то есть либо выше уровня Земли, потому что у игры есть установленные триггеры, что персонаж находится на определенном уровне карты, но это не совсем высота в классическом понимании по оси координат, потому что когда мы задеваем эти лестницы, персонаж перемещается даже не вверх, это такое горизонтальное движение, которое заставляет его переместиться по экрану вверх. Это именно смещение самого экрана больше, нежели перемещение героя вверх-вниз. Благо у нас очень сильные самоны на текущий момент, которые позволяют нам ваншотать всех противников на пути. К тому же, если бы у нас, кстати, не было анимации левелапа, постфайт время бы проходило гораздо быстрее, что позволило бы сэкономить еще немного времени.
basically this game sets you up to think that the Mountain Rock quest is like the quest for the game, which clearly it isn't. And then during the mid-game, which we skipped, you get introduced to the character Sveta. Really, Golden Sun Dark Dawn is all about Sveta and her story and kind of the strife that her clan is under and stuff. So we haven't met her yet, we will very shortly. But basically the rest of the game after this point is dominated by her plot, which is honestly not a bad thing. It makes way more sense. Ну, ран идет пока что хорошо. Вроде мы пока что даже в устимейт укладываемся. Because you can get her in Tap Runes, the dungeon that we completely skipped. And by doing it like backwards and by doing some shenanigans, we can keep her. Normally she is only with you in Tap Runes and then she leaves again when you exit Tap Runes. But with some glitches we can manage to keep her the entire way. So that would be the first thing that we would do in that other round. So we would have like level 1 to 5 party members, and then we would have level 22 Sveta. And she also comes with 5 Jupiter Jin, which is massive. So from the start of the game, we'll just spam the Thor summon on everything, because that uses 4 Jupiter Jin, and yeah, it was a very nice round. Sveta just carried everything. We didn't care if anyone else died, because Sveta herself was just such a tank. But then Jin Heist kept becoming more and more promising. Как видите, основная часть все-таки это менюинг, потому что мы периодически должны остановиться, переключить самонов, подготовиться к какому-то из боев. И сейчас мы добежали до следующего босса. No, it wasn't actually. It wasn't. Moloch actually opened up the viability of no Sveta, actually. Just no detours and just kind of going through the game kind of as intended with skipping things, basically. The nail in the coffin was actually Amity skip. И вот он закончился. Мы отжимаем нужное нам перо. The no detours route and early Sveta really were relying on those 3 Jin that Amity brings. Вот представьте, вы просто спите, никого не трогаете, вас тут будет ударом по гребешку. И такие, хоп, ты проснулся, и тебе еще раз дают по башке, чтобы ты вырубился, и у тебя забрали одно перо. Normally there are arguments about like, oh, what's faster and what isn't faster, but like as soon as people started seeing the potency of ground in particular, people were like, oh yeah, this is it. This is definitely it. There's no other way this can possibly work. I think I was the last person to switch over to Gen Heist actually. I really tried to push early Sveta as far as it could go. You pretty much just use the power of Moloch to power through everything, but you don't go out of your way to steal Jin, you don't go out of your way to get Sveta. You mostly did stuff in the intended way, like intended order, while still skipping the stuff you can skip, of course. And yeah, Plexa was running early Sveta. I was like, you know, being able to steal those tutorial Jin, that's just cool. At first we thought it was slower, and I was like, I don't care, it's cool, I want to be able to show this off. And yeah, discovery after discovery, and through optimization. Рану осталось всего лишь 2.20 где-то. Совсем чуть-чуть. Not a huge time investment is very good. Yeah, I calculated it. It comes in about like a minute per Jin, and that's like not that far above average. Plus, it's so early on. Plus, the Jin are incredibly powerful. So like the first versions of this route were like obviously very good, and they used to get Eclipse. They had a very smooth end game. Everything was nice and clean. And then I started routing it, and I made a small but important observation. You'll notice during this fight, our Jin setup may not quite be optimal. Ну, сейчас непосредственно отмечается, как изменился маршрут файта. Don't have any Jin of fire or water at this point, and in fact, we aren't going to get any water Jin in this game, in this route. В этом маршруте мы вообще не получаем водяных джинов. And it was really some really clever routing, where I realized that you can actually go very fast in this game just by having elemental boosted summons, in particular elemental boosted meteor. And so we will pick up some Mars Jin later on, but we basically get given those for free. So we get 6 Mars Jin for free, will get us to
И объясняется то, что основной механикой дэмэджа является буст элементального урона. Again, I have done it again. Oh no, I might be just short a thing. Okay, that is very interesting. Yeah, I'm just short a thing. I must have missed the Moloch. That's fine. Так, поехала руина. I'm gonna be short a little bit of damage here, but that's fine. It's gonna... Он сейчас у одного персонажа забыл поставить молока. Yeah, I'm completely fine. This is also a pattern-based fight, so as long as it doesn't do two particular actions, I know that this fight's gonna be completely fine. So I'm not worried in the slightest here. Alright. It's interesting. Like the rock in its base form is. Будет очень хорошо, если он сейчас не умрет. Called stone mold, and that's where you might imagine it turns back into stone, just as it was Вообще. when we first slapped it. And when it's in stone mold, it heals more per turn. It's slower but stronger, and it doesn't follow a pattern anymore. It still has like 8 move slots, but it uses them more at random. And one of them, I believe, is Potent Cure, which heals it for 300 HP, which, yeah, that's not what we want. It's slow. And it's actually really interesting as well, because just as we managed to slap the rock out of its stone form initially, we can also slap it out of stone form in battle. And I just think that's so cool, you just never have to do it. Because you can just kind of power through the stone form. They should have made it like even tankier. I shouldn't be... So normally this would kill, but I... Вот сейчас вот он должен был уже совершить килл на этом ходу, но поскольку он забыл поставить нужного джина персонажу, получается лишний ход необходим. It's been a while since we touched on the Molochs, so maybe it's time to re-explain. Moloch is normally a summon that you can get. But the Moloch that we have here is a glitch Jin. So there are I think like 128 Jin slots, but there's only 96 Jin that actually exist, and the rest of the slots are just filled with these glitch Jin that are like Boreas. They're a different element of an existing Jin, for example, Mercury-based Fever, which is normally a fire element. And then there's this friend, which is the very last in line, it's FF. It is our friend, Moloch. And Moloch can't be used in battle. Its description is summon a sacred ice monster, but you can't actually use that in battle. But instead I'll get into how we get it, but we just have it for stats, because it gives us 70 HP, 30 defense, and 94 agility, and that's like the main reason we use it, for survivability and for outspeeding enemies, because outspeeding is very important. И сейчас как? Важно, очень важно превосходить противника по скорости хода, чтобы вы могли ходить раньше и делать больше ходов, дабы раунд файта закончился быстрее. You can sometimes grab the slot that you selected initially, which would now be empty, so that's the FF slot. And that's how we can basically spawn Molochs into existence. And yeah, we just make a number of them for survivability and for being able to outspeed enemies. Very strong. So that what I just did there is another minute clip, again, wedging ourselves into an acute angle and kind of just holding a particular angle when in that position to kind of force Matthew out. That one there skips the betrayal. So those two dudes, oh, that's really, really unlucky. Those two dudes who were with us before, they, well, they betray us and they steal the slap glove away from us, and they're like, we don't like you anymore, we're gonna go do the quest on our own. That's not very nice of them. Anyway, by doing that small little clip, we actually never see that. So importantly, we keep the slap glove, and that's going to come into play in a moment. Сейчас отличается то, что с помощью этого скипа, который вы сейчас видели, непосредственно слайдинга, мы скипнули часть катсценов, которые у нас отбирают предмет, который как бы сюжетно должны отобрать, но поскольку мы не видели этой заставки, у игры нет триггера на то, что предмет исчез, вследствие чего мы как бы получили возможность ставить себе этот предмет. Without having to do that side quest, which is really, really, really helpful.
So very big skip, that one. Super convenient that it works out that way. Okay. Another sun cycle cancel to clear out, to reset my step counter. We'll have to do one more of those usually before we get to... Сейчас мы ресетнули непосредственно счетчик шагов. Это как раз таки ответ на вопрос, к чему здесь привязано рандом энкаунтер события. Все-таки это к счетчику шагов. То есть каждый раз, когда вы уходите из игры, сбрасывается счетчик шагов, который вызывает рандом энкаунтеры. But yeah, for now, we get to enjoy the music, and I think this might also be a good time for some more donations. All right. Well, I don't have anything at the moment, but I would, again, like to remind people what we're here to do, and that is to raise money for Alzheimer's Fund. And did you know that Alzheimer's is the 7th leading cause of death in the world? It's a progressive disease where dementia symptoms gradually worsen over several years, and in its early stages, memory loss is mild, but with late-stage Alzheimer's, individuals lose the ability to carry on a conversation and respond to their environment in any way. On average, a person with Alzheimer's disease lives 4 to 8 years after diagnosis, but can live as long as 20 years depending on other factors. But really, nobody should ever have to experience such a loss. So, help us to eliminate Alzheimer's by getting in those donations to the marathon. And here is the massive sequence break. We're not meant to be able to use slap here. In fact, this here is completely useless casually. There should be no way that you can use this. There's no reason you should ever be able to put a magma shard into this thing here. However, it works and is fully coded for whatever reason. This is supposed to just to give an explanation as to how Hozan and Roko... Интересный момент. То, что мы открываем путь в донжон, потому что используем предмет, который у нас не может быть. Но поскольку скипнули предыдущий секвенс и оставили его себе, мы по каким-то причинам можем активировать то, что не должно активироваться, и мы смогли пройти. В действительности это, скорее всего, работает, потому что для экономии места на консоли все механизмы работают по одному коду, и он скопирован как бы из одного источника к одному элементу, чтобы каждый раз, когда элемент появляется на экране, происходила активация. То есть... По каким причинам проработана анимация двери, непонятно. Возможно, разработчики хотели это сделать немного иным путем. Ранее это остатки ранней игры. Но сейчас, в нашем случае, это позволяет нам скипнуть огромную часть игры с кучей сайд-квестов. Счетчик действий был вообще ужас. В общем-то, мы достигли огромного прогресса только благодаря тому, что мы смогли оставить себе один единственный айтем. But this is Balinsk Ruins. Balinsk Ruins is extremely square. There's basically no tech. I'm going to do a retreat here to kind of skip a cutscene. It saves like 10 seconds. But there's very little tech in here, so it's just going to be me and Val talking unless you guys can chip in with some donations. So we'll leave it at that. But this block of game is like 20 minutes long before we get to anything interesting. It's quite a bit for sure, but yeah, thankfully Sveta comes with 5 Jupiter Gin of her own, some of which pretty significant. For example, she comes with Haze, and Haze was very powerful in the last age, and it's still pretty powerful here. Like, it's the same effect, just doesn't get as much use. For one turn, one person gets to completely hide away and avoid being hit. They can still be targeted, so if you're being targeted by a single target, стандартный скип заставок, диалогов. Very powerful, very good for when you want one specific person. Ничего особенного не происходит. Get off another summon or any other essential abilities. Yeah, Haze is the backup strat, basically. Haze is amazing. It's the contingency play when things go wrong, and we'll see. Hopefully we won't see that, but that's
Haze is good for that. Anyway, here's the retreat. It skips a small cutscene. Only because we have this other entrance enabled does this even save time, so it's just a neat little trick that you can do. I forget who pointed this out to me, but it was a very nice little find. Oh gosh, who was it again? I believe Fulgur was the first to test it out, but I think it was someone else who came up with the idea. Yeah, it wasn't Fulgur. It wasn't Reg either. It might have been like Nikki House or something. I don't remember. Yeah, I think so. Apologies, person. Пока что у раннера идет все довольно-таки хорошо, потому что мы с вами встретились всего лишь пару софтлоков. Файт с боссом прошел, ну, неприятно из-за того, что раннер забыл поставить самонера. Но это плюс там 3 минуты к текущему времени мы накопили, где-то плюс 10 от ВРа. Где-то на 15 минуте должны закончить, если не случится ничего страшного дальше. В общем-то, через 2 часа, скорее всего, ран закончится. Потому что вот в текущий момент я не вижу что-то, что могло бы испортить ран полностью. Very nifty little find there. Anyway, because these guys betrayed us before, they are now rejoining us. Again, we skipped the betrayal, so this cutscene looks highly redundant, and it is. But yeah, they're now realizing that they made it bad, and they are going to rejoin us, which is great, because, well, Ryoko will destroy the world, spoilers, and we don't have to destroy the world, because he does it for us. Yeah, it's this whole thing where, yeah, his sister is being held hostage pretty much in Belin's castle, and there is not meant to be any way to get in there. The bridge is like up, so you can't cross it. On top of his sister being captured, there's also Iolio being held hostage there. He's actually bound to be burned alive for his crimes as a pirate. He's also being held in Belin's castle. Should we talk about the almost a skip? Maybe in a bit. But Iolio is going to be our next character. Iolio was a baby in The Lost Age, strongly hinted at as being a playable character in the third game. And lo and behold, he is. So it's kind of a nice little reference. Сейчас у нас референс к предыдущей игре появлением персонажа. Baby Ari is still unexplored. Ari is a little girl, a little baby in... Смотря какая версия свеча, кстати, по вопросу из тех, кто интересуется свечом. Ну, за 20 можно найти, я думаю, на скидках на Алишке. Я в свое время, кстати, смог за столько же взять по скидке на Али с Animal Crossing. Before we talk about almost the skip, because we will talk about it, because this dungeon is really long, we've got Chasm. Chasm is a good friend. If you know what Flash is, basically Chasm is a 90% damage reduction. So you basically take no damage that turn. It doesn't prevent you from instant death, which unfortunately would help a lot. But ну, вот я, да. Still a very, very, very good. Это было, конечно, 1,5 года назад. Но я смог Animal Crossing Edition взять за этот прайс. So yeah, Chasm is a little nightmare fuel. It absorbs damage into a black hole, and it kind of just has a black hole on its tummy. It's kind of disturbing. Mind if I jump in? Good boy. Yeah, feel free. Excellent. We've got 2 big donations. We've got неплохо. $100 from Genova. Stonks. No comment, but that donation went towards an upcoming incentive for Dark Souls 3 all bosses. That's not the next game, but the one after it. That went to the costume choice for Yennefer of Vengeance. Сейчас, кстати, идет сбор на кастом, выбор костюмчика для Йеннифер, как я понял. Если я, конечно, не проспал объявление. Username Niels says, "Let's get warmed up then. Do some stretches and get my donation game on." So that went split 50-50 to the Rainbow Screen and the Epilogue Showcased. So, just to let everybody know where we stand, we are at 110 out of the $1,000 we need to see that epilogue at the end of the game.
and we are at $355 out of the $500 we need to get our rainbow screen on. So keep those donations coming. Ну а так, ран таки хороший для пришел, типа разогрев для людей. Объявить, что скоро начинается ИСа. Мне больше интересно, почему его поставили, если честно, самым первым, вот прям самым-самым первым, потому что можно было как бы сместить его чуть-чуть по времени, и это было бы очень здорово. Very important. No. The thing is, Val, even if we found no clip in every area, we still couldn't beat the game without Crush, because we wouldn't be able to solve the final puzzle. True. That's how embedded Crush is into this game. Anyway, sorry, continue. Yeah, so the thing about Crush is that it can only be equipped to a Mars Adept, and there's two options for Mars Adepts. We have Terrell, and we have Aeolio. And we're on our way to Aeolio, so we currently cannot give it to him yet. There was almost a way to get Aeolio early, but our dreams are being destroyed by a singular flag that has no reason to stop us from getting Aeolio. Yeah, and look, if you donate to the Epilogue Showcase and we're not horrifically behind schedule, i.e. Chaos Chimera doesn't troll us, you may actually get to see bits and pieces of how that fits together. So it's the way that it works is truly incredible, and it gets us so close to skipping out this entire dungeon. There's a whole sequence really, and there's this one annoying flag that prevents it, which is super frustrating, but oh well. Yeah, so basically Belinsk is a very important area in terms of the story. It has a couple of different states. Yeah, as I mentioned before, в общем-то, классический юмор старых добрых JRPG, где рыцари достают из стены, все рыцари устают. Нам предстоит очередной файт. It doesn't work. There is no hitbox to slap him down and then retrieve him. The other way is after we finish Belinsk Ruins, we're going to come out. Should I just say what's going to happen, like with the whole tower? Might as well, right? Yeah, up to you. We got a lot of time. Yeah. Yeah, basically, when we finish Belinsk Ruins, we're going to raise a thing in Belinsk town called the Luna Tower. And when the Luna Tower is up, it'll be nighttime in Belinsk, and a whole bunch of stuff is going to go down, but basically, there is a version of Belinsk with the Luna Tower up, and a version with... Загадка, Now, in theory, в которой мы должны управлять пешками. We should be able to get to Aeolio and slap him down, because that's the intended way, or like pretty much the intended time to get him. We finish Belinsk Ruins, raise Luna Tower, enter the castle, and slap him down. So the first puzzle was finding a way into the map of Belinsk with the Luna Tower up. And сейчас мы решаем вот такой вот небольшой пазл, где мы должны дойти до рыцаря. Where basically some rooms are... Ну как рыцаря, короля? We got there. So there's this opera house in Belinsk. And normally it's just a normal opera house. There's a ground floor, upper floor, there's a backstage area, and that's pretty much it. Later on in the game, not much later, but later on, there will be monsters in the opera room, and the version of that room that has the monsters actually exists in the normal version where you're backstage. So from backstage, we can minute clip out of bounds, and because it's on the same map file, we can walk over to... Рыцарь Артур. Ну, честно говоря, не знаю, какой король. Ну да. And because of someone being killed by those monsters, after beating them, we are teleported to the upper map of Belinsk, where there is her grave. And her grave is always meant to be on the map where Belinsk, or where Luna Tower is up. So we can actually get to the correct map to be able to slap Aeolio in theory.
The problem is, by beating that fight, we set a flag that for some reason completely disables Aeolio's hitbox. So we can reach him, and it's nighttime. We can even beat the boss at the end of this dungeon, which we thought might be a requirement, because that's what normally activates nighttime in Belensk. I hope this is making any amount of sense. It's kind of convoluted. But yeah, basically we can get to his cage in the right state of the town, but that one flag, which in theory has nothing to do with Aeolio, stops us from getting him early. I've spent so much time trying to find a way basically, if this sequence worked like it should work, we'd be looking at least another hour of time save. It's really quite substantial. But because we can't do that, we have to go through this dungeon, and well, this is what we got to do. Basically, the way this dungeon works is that there are 4 floors to it, and we're going to increasingly go up and up and up the tower. The first floor is the wind floor, then it's going to be the Jupiter floor, aka the wind floor. Then it's going to be the Mars floor, then the Venus floor, then the Mercury floor. And it wasn't until I got to the top of this dungeon where it really spells it out, but for the first time in this series, the game actually draws on the planetary inspiration for the elements to draw the connection to the solar system. Вот сейчас мини-загадка. Ну как? Это такая игровая загадка, где мы распределяем планеты условные в этом астрономическом центре. But we're kind of orbiting as Jupiter around the sun right now. Jupiter being the purple element. And the way this all comes together is super cool. It's just like, oh, it's the planets. It's not just another elemental puzzle. It's a planetary puzzle. And that is actually foreshadowing. It's foreshadowing that something is different or something's amiss. This isn't your normal elemental puzzle. This is actually something entirely new. And the culmination of this is, well, the culmination is the advent of 2 new adept classes, which is kind of crazy. Anyway, this puzzle is basically use crush on everything. Really difficult, by the way. Yeah, so we're just currently finishing up the Mars wing, and then we'll head on over to the Venus wing. And like we said, there's basically no tech here. Everything is super square, so we just have to kind of put up with it and just progress as we would. Yeah, like thematically, it's a very cool dungeon. In the speedrun, there's not a lot happening, and like there's so many room transitions that you're very unlikely to get an encounter. And even if you do get an encounter, you just run away. Yeah, kind of unfortunate. Yes, the reason why we can run away and why running away earlier was like kind of risky is because before, if somebody died, we had no way to bring them back to life. We'd have to go to a sanctum and revive them. Sveta, on the other hand, basically... В общем-то, в Иране на самом-то деле сейчас ничего не происходит, потому что это казуальное прохождение, в котором не происходит никаких скипов. Мы решаем головоломку с запуском вот этого вот планетария, чтобы планеты двигались. Мы запрыгиваем на них и едем непосредственно к дальнейшей точке. Такое. So with Sveta upping our average quite a bit, it's pretty good. Чистое прохождение, в какой-то степени казуальное. She's like a good 7-8 levels above where we are at the moment, so that just, yeah, it does a lot for our average. It's quite good. That's one thing about these games. As they keep giving us new, more characters, they're coming at progressively higher levels. So even if levels were a thing, the game basically gives them to us for free in these later characters. And the later characters are all going to play a really important role in... Сейчас важный момент, что в этой игре персонажи, которых мы получаем позже по сюжету, не привязаны к уровню игрока. То есть они по умолчанию уровнем выше становятся, нежели мы. Даже в спидранах бывают казуальные элементы. Yeah, it's kind of interesting. I mean, I guess in the original games, I don't think you ever needed growth to progress. But in the original games, no one has growth inherently. You would have to combine a Mars Ginny with a Venus Adept or the other way around.
or other variations. But yeah, here they just decided to give it to Matthew, regardless of what class he's in. And this room makes us very sad, because this is the Mercury room. And the reason it makes us sad is this is the only room in the game which actually requires arid heat. It's why I hotkeyed it. Every other time, there's no other room in the game which actually requires us to do this. Every other instance we can Это единственная комната в игре, которая требует способности нагрев воздуха. Поэтому ради этого приходится делать мини-юнинг. И если бы не было бы вот этой необходимости, то можно было бы сэкономить чуть больше времени в ране. I personally enjoy doing the technical stuff there. And Amity being skippable because of the technique that Val found is like super cool as well. So Yeah, silver I don't think linings, it's as but much. yeah, it was very frustrating for a long time because AUTH was such a time sink, and we were like, it's just this one room that's causing us all this grief. Yeah. В общем-то, из-за одной комнаты приходится делать довольно-таки много I really всего. don't hate it that much anymore. Like IOTH at this point is like very interesting. Not a whole lot of cutscenes, cool tricks. I'm okay with it, but yeah, I've spent a lot of hours in this room. Even found another technique, which is jumping in the wrong direction, which is actually quite easy to do in a number of places. But sadly, it's not useful anywhere. There is one place where it's almost useful, but it's lacking just one of the criteria, which is a wall directly next to you. Yeah. Alright, we're basically through all the puzzles here. We've gotten to the top floor. It's kind of like getting very obvious that these are planets rotating around something. The sun isn't quite obvious yet, but this room really, really lays it on thick. It's like, guys, realize this is planetary. This is the solar system. This is not alchemy as in the world. This is the cosmos. Ну, сейчас Раннер восхищается идеей о том, что вот все вот это в действительности является Солнечной системой местной, что это не просто какая-то непонятная головоломка с чем-то не связанная. In my mind, Dark Dawn up to the end of this dungeon is extremely well done. I think it's really well done. There are some bosses that I think could be harder or whatever, but like, if we're talking about where the game kind of starts to show its cracks, it's after this point. Up to this point, this is a fantastic video game. I will stand by that. I will die on this hill. I think it's fantastic. Yeah. This cutscene is like, because it really shows you, it's like, oh, it's the stars, guys. Like, it's really, really obvious that this is what's going on. Super cool. Anyway, sorry, I gotta do a quick little menu here. This was... Yeah, sure. Yeah, when I first tried playing this game, all I'd heard about this game is, "Ugh, this game sucked. Let's pretend it doesn't exist." And then I played it for myself, and I was like, it has issues, but like, really, this is what you would just want not to exist? I don't know. Yeah, this is amazing. I love this dungeon so much. Like, I hate playing through it in a speedrun because it's so long, but like, I will always get excited by this because it takes me right back to when I first played these games, and I was like, oh my god, it's the cosmos, it's the planets, oh my god, and I was just freaking У Раннера такое удивление, что он осознал то, что это головоломка про космос и планеты, что он вот все это время смог заполнить только этим. Удивительно, удивительно. Это как раз таки один из тех людей, которые как настолько впечатлены игрой, что, которую они когда-то играли, что могут бесконечно не говорить. Заслуживают уважения. And then suddenly the game is a classic. It's so close to it. It's just ever so slightly just missing the mark in the last act of the game. This really caps out the second act. It may not feel like it because we've skipped a whole lot of stuff, but Понял, что Земля не плоская. Наша, да. Start raising some questions, but that's okay. Third act is still alright. The way we do it is going to be alright. This is a neat little puzzle. The fun fact is the solution is actually on the top screen. So if I just change the top screen, that's the solution. I still and the intent if I'm in this room. You still use that? Nice. Yeah. The intended way to do this is to go into like
this room down here, and it will basically spell out the solution to you. Yeah, it's just the top screen. Alright, Blados Chalice fight. This is like really a big deal. This is the culmination of everything that we've been working towards, kind of. Very, very dangerous and scary fight. The way that we do Для удивления, Рен идет слишком хорошо. Every route prior to this was using like multiple elemental summons to kind of get through the fight optimally. We only have Venus and Jupiter summons at our disposal, and the fact that a 2-turn fight still exists is quite incredible. The problem is, if they use Shadow Shield, which is an ability that takes away 50% of the damage dealt, Сейчас 400 будет. Ну, тут, кстати, было бы смешно, если бы раннер такой подходит к боссу. Ну как, сейчас от группы будет такая. Он умрет 2 раза подряд и ресетнет. И вот это будет очень смешно, если он ресетнет по привычке, потому что ну, у него как бы есть шанс загрузиться, в этом ничего нет. Но hard reset был бы забавным, чтобы он не сразу понял, что это ресет. Try and minimize the amount of stuff that Blados gets to do. The only problem will arise is that if there is a Shadow Shield used, because then Blados will start getting actions and then it can go sideways. Anyway, plot-wise, Blados... Ну, в действительности смотреть ран Golden Sun не так плохо, как смотреть иногда ран Hitman Codename 47, потому что там первые минуты игры надо пройти. Это как бы основа ранкиллинга в Хитмане. Когда вы бесконечно ресетаете у забора. Good. Так что тут хотя бы можно уйти с базовой локации. There are elements that each of these are weak to. The one is weak to Mars and the other is weak to Mercury. Guess which elements we don't have. So we're kind of just bringing them down with their neutral elements. But we still have enough firepower to bring them down pretty quickly. And again, what we don't want to see is... Gosh, I am suddenly blank. Есть шанс, что он здесь умрет. Но судя по левелу, так-то... А вроде нормально сейчас должен убить их. Но он здесь вот в идеале, как бы для моих пузырьков, должен умереть 2-3 раза, чтобы мы в оверстимейт ушли. Но другая моя часть хочет, чтобы он там случайно их ваншотнул как-нибудь там миллиардным критом, который случайно забагуется игрой, он дальше будет только критовать, чтобы это был ВР. Не знаю. Да, это первая игра, называется, это типичная JRPG на Opener Speech. Это пришел, так что в ближайший час она все еще останется на экранах. Вру, 2 часа. Где-то плюс-минус там 1:45-2. Потому что если он сейчас умрет, то это точно плюс 1:40. Если он сейчас их убьет, то окей, мы сэкономили 5 минут. Ну а так, дальше будет намного лучше, потому что Silent Hill, Dark Souls от наших СНГшных спидранеров, ну, нашего спидранера из СНГ, Super Mario 64 с рандомайзером, который будет супер веселый, ну, вот именно веселый. Капитан Фалкон 64, на 15 минут, конечно, но он тоже такой бодренький. Ну и Sonic Colors Ultimate нормально так, за часик пробегается, там есть что покомментить. Ночью как бы Пеппи Хайп, Dancer Rush. Это прям игра на аркадке, там будут прыжки, бедный раннер будет очень много плясать. Ну и потом как бы Mirror's Edge с комментариями от самого Кустаса. Ну и Метроид, Легенда о Зельде под конец пришел. When it goes well, it goes really well. When it goes wrong, it goes really wrong. We got так что да. lucky that Blados decided to charge. А что финалок не будет? Кстати, хороший вопрос сейчас. Что у нас там по расписанию? Есть ли у нас финалочки в расписании?
all things considered. Расписание, финалки. Much difficulty as a win any day of the week. Yeah. So now Ryokyo is going to activate the Alchemy Dynamo and trigger. Не, Final Fantasy 13.2 будет. Going to bring about Final Fantasy 6 будет. well, Final Fantasy оригинальная будет. thousands of people will die. Kingdom Hearts, ну, практически Final Fantasy КДХ. It is in the name. The game, 3 финалки, не переживайте. 6, 1, 13. up to this point of the Golden Да-да-да. anybody die. The best Финалок нам не пожалели. Barbie dying off screen in TLA, and he died of old age, which is fine. This action right here will literally destroy towns and people, and just it's the game really rubs it in immediately because a well-known beloved character will die, and you're like, oh, damn, what was that? And then you get to visit some of the old towns from the AJ region. For instance, Calcho, which we visited way at the beginning of the game. You can revisit Calcho and everybody is dead. And you can spirit sense, which is like mind read, the dead people. And it's like Перерыв. Это пришел. Мы прервемся вместе с пришел, и в 16:00 завтра начнется основная трансляция. They get killed and you can mind read their skeletons outside of the tree. По Москве, да. С 7 утра по Москве до 16:00 мы прервемся, потому что пришел закончится. То, что сейчас вот Golden Sun идет и все вот эти игры, это пришел. Часть основной трансляции. Quite the thing. Like there's also a quest line where it's like someone has a message for their mom or for the daughter, and then Как бы, это чтобы разбудить всех тех, кто не знает, что марафон начнется и все такое. That the person is still alive. I don't know. It's messed up. Yeah. It's this person, the daughter is in Tonfon, and she's like, oh, my parents are in Caltro. Can you give them this note? And you go to there and they're like dead. And you're like, oh dear. What are we gonna do now? Раннер не умер, даже overestimate. Похоже, не случится, хотя, кто знает. Да, Dark Souls на разогрев. Ну, все, что я могу сказать после Golden Sun, надо как бы разогревать аудиторию, потому что она, скорее всего, будет в таком медитативном состоянии. Знаете, вот как будто бы вы только что проснулись, вот именно только что проснулись. Вот это, скорее всего, будет состояние тех, кто после Golden Sun придет на Dark Souls. Yeah, really, the whole reason that Blados and Chalice wanna raise Luna Tower is still to be explained a little bit. Wait, I'm doing this wrong. And yeah, I got distracted and I was like, oh, Это не точно. Не, игра точно сменится. But no, you gotta just solve a little. Блин, знаете, я когда-нибудь дождусь, чтобы на марафон, вот именно на марафон, приняли легенду о Зельде Breath of 24 Hours of Speedrunning, чтобы 24 часа ранили 100% в Зельды. Я когда-нибудь вижу... Не-не-не, это будет Breath of 24. Вот именно Breath of 24, чтобы вот 24 часа. Там VR где-то 24 часа, учитывая то, что вот новую стабильную стратку нашли с перемещением за счет этого бомбо-бустинга через этот полет буквально в любом направлении, без вот этих вот прыжков по головам этих бедных противников. Ты просто берешь бомбу, спамишь правильными действиями и летишь. Да, глайд, спасибо. Я не помню, как она называется. Я совсем свеженькая, мне она понравилась. И там вот 24-часовой спидран. Смотреть, как перс, он глайдит повсюду. Вот это был бы пипи-хайп. Я отвечаю, у нас бы все комментаторы в очередь бы записывались на этот 24-часовой стрим Зельды. We're gonna use our Master Gen basically. We will get them. It's just way quicker to let the game give them to us than to actively seek them out. But Mercury Gen, seeing as we skip Amity usually brings 3 Mercury Gen, and that just that made getting Mercury Gen worth it. But with him not bringing those 3 free Gen, it no longer makes sense. Here's another minute clip. Do you want to explain minute clips again? It's been a while since we've had one of these. О, замечательно. Yeah, so minute clips are funny because you just stand in a corner and cry. Сейчас вот работа раннера — это
клипать, потому что в один момент мы все-таки выйдем в ООБ, но это может занять пару минут. В общем-то, в ближайшее время картинка на экране не изменится. Не то чтобы она до этого очень сильно менялась, но сейчас мы прям будем в одной точке стоять. О, замечательно, очень быстро клипнулись. Мы заслайдились в одной коллизии. Финалочка уже за 1 минуту. Знаете, как выглядит идеальное расписание этого любого марафона, вот именно любого марафона, чтобы максимально удобно сделать для всех, вот без каких-либо особых проблем, без всего вот. Зачем как бы усложнять? Вы берете, вот именно берете марафон, и на марафон берете только стопроцентные прохождения всех финалок подряд. Это ж пипи хайп такой был бы. Final Fantasy 7 на 100%, Final Fantasy 8, у которой 100% 11 часов. Вы только представьте, а? Рано начинается марафон, и все. Только финалки, все подряд. Final Fantasy 7 на 100%. Блин, Final Fantasy 7 на 100% в ноу-слот с категории 17 часов. Да ладно, какие 17 часов? Там же этот марафон, лак и все дела, там все 20 часов будут, плюс-минус сутки. Вот это будет пипи хайп. This game's pretty good. So yeah, this whole Grave Eclipse also spawns those monsters that I was talking about earlier in the Opera House. They're Eclipse monsters, they're pretty strong, but if you summon rush them down, they're not too much of an issue. And now we're going to minute clip onto water. И чтоб за Оскар не пройдет, не отпускай. Then we would get a cutscene where we see Svet's brother. Зачем? Мы же хотим гордиться СНГ комьюнити, да? Возьмем этого Чая на ран 9-й финалки, или да, 9-й финалки. Возьмем Сайфера на ран 8-й финалки. Возьмем Меку на ран 13. Мы, блин, целый СНГ регион на ран Final Fantasy собрать можем. Вы только представьте, СНГ блок. Как минимум 3 дня только СНГ раннеры будут. So finally we're reintroduced to Briggs. If we'd actually done this game in the intended order, we would have run into Briggs around Port Rego, which is again a place we never visit. We'll walk past it later on, but it's yeah. Anyway, Briggs is one of the main characters from the Lost Age. He is a pirate who drives a lot of the early game quests in TLA, and we get to see him again for the first time, and everyone's like, "Oh, cool! It's Briggs. That's nice." Except this is where he dies. So again, this is the fact that people start dying is very un-Golden Sun-like, and the fact that Briggs gets like killed on screen really drives the fact that this has gotten a lot darker and that things are very dire. So immediately after... Мне в какой-то степени уже становится грустным, потому что мы приближаемся к 3-му часу. Это значит, что нам от силы осталось 1,5 часа. Here they are just discussing the lore of the monsters and how they only appear in the shadow. This will continue for the rest of the game, basically. The shadowed areas will have much stronger enemies than anywhere else. Oh, and this boat here is the boat that we fix in the Lost Age. A huge questline in the Lost Age is to fix the boat in Helhafra. And that's this boat. So it's a nice little connection back to the GBA games, and we get to sail it around the world, which is kind of cool. Yeah, definitely. Like, if we visit Briggs in Port Rago, you'll actually see that they're trying to repair this boat. It's like being messed up over and over, and it's just barely being held together. But somehow we get it in a pretty nice state. So thank you, Briggs Pirates. А дальше какой-то Dark Souls. Вот что с Dark Souls? Я думаю, все видели ран Dark Souls как минимум 2-3 раза.
Also, shoutouts to Там в любой части Dark Souls возьми, ран ничем не отличаться, а тут целая JRPG. Каждый раз новое. So yeah, we have this whole sequence here. Yeah, Aelio just being reunited with his dad since, you know, he was captured for I think actually not that long, but it had been a while since a they month, saw I each other, think. and Yeah. yeah. Enough for Briggs Да, to like да, 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 corral да. his troops together. Это будут такие, знаешь, это такие стандартные раны. Типа, ну, вот Dark Souls. RIP. Пришел такой на один Dark Souls, увидел другой. And then Diovenas, regular in my channel, loves to point out that this jingle is horrifically out of place. JRPG-шки, да. Ну, а так, на самом-то деле, бывают JRPG, которые интересно смотреть на спидранах, но их в действительности крайне мало, потому что тот же самый этот Xenoblade Chronicles вполне себе нормально выглядит для спидрана. В JRPG очень много беготни, такой вот скучненько и мало движухи, мало файтов, мало драки. И с кем-то вообще без разницы с кем. Это немного грустно. And then that happens. Hey, even in your darkest moments, you can use some joy, some cheerful music. That's true. Eolio is great, by the way. Те же самые The Legend of Zelda по типу Link to the Past очень выглядят такие But the way that the 100% ровненькие. Dungeons, as you can imagine, we have near unlimited overworld travel and Почти неотличимые от JRPG в какой-то the way степени. we do it is actually Briggs dies and then we go visit him in Port Rego so he comes back to life. So don't worry, in the speedrun canon, Briggs is alive and well in Port Rego. So that's okay, friends. It's just a temporary death, just a little setback. No biggie. Yeah, people die in video games like all the time. Exactly. We have revive, easy. Exactly. This is my one shout out for 100% because now that I've talked about it, but like 100% is even crazier than this category. Nothing is done in the intended way. It's just absolute insanity and some masterful routing. Rignatrace did all the routing on that. It is a work of art. It is just mind-blowing, mind-bending, in fact, the skips and the order of which things are done. It's really quite crazy. Anyway, that's enough about 100%. That's not this category. We're coming up on Warriors Hill, which is... I don't know what it is, really. It's a place we have to... Xenoblade Chronicles. Вообще без вопросов надо советовать всегда. Much of anything. But in the speedrun, Warriors Hill has a different reputation because it has what most people would consider to be the hardest clip in the game. Executed well, it takes 2 minutes. And it's all kinds of non-trivial. So I will be using the stop breathing technique again, just to get better visual on the progress of the clip. But yeah, it's super difficult to the point where some people even decide to not to do it. But fingers crossed it goes well today. There's like various different ways you can handle Warriors Hill. Like there's the fastest way that Plexa is gonna do. There's the way where you enter through a rune channel and then you activate an event from the wrong spot and then you get put back on, you know, the intended spot for that event, which is not the spot you were on. And then you can also skip a tower that way. I think that's like the easiest way to skip a tower. It's pretty nice. Yeah, that's the easiest way to do it, but gotta go fast. Gotta you know, get things done. And to me, Warriors Hill also has the reputation of being almost broken, and if it were broken, we could get our 8th character earlier on. But sadly, there's no way to escape the island that Warriors Hill is on, and we can't get out of bounds to get the item that we need to get. Even though it's like so close. Yeah. So what we'll do is we'll get through to Warriors Hill, we'll give the clip a try and see if we can get it. And as soon as we get the clip, there's really nothing else going on for a decent chunk of time. So hopefully we can get some donations in at that point, so please get your donations in for that. But for getting the clip, it's going to be one of those focus time moments because it is extremely difficult. But a little bit before that, just got to do a little bit of sailing.
Grand will tell you that it's not that hard, guys. And he's good at it. But it's freaking hard. I actually think I'm better at it than him. Shout outs to Legrand. But I still think it's harder than the other ones, and I think that's just because I'm really confident with the Phantasmal Ball Clip. I think that one's like really easy. And I think he thinks that one's the hardest. So I don't know. This is non-trivial, so let's give it a go. Yep, so what Plexa is also going to do here is walk a specific way when he goes down here, so that the camera is also in a consistent spot. Сейчас мы правильно перемещаемся, чтобы зафиксировать камеру в правильной точке. Yeah, consistent, because again, it's very. Нам необходимо, чтобы камера оставалась именно в правильной точке, чтобы мы могли использовать правильный клип. Вы, кстати, сейчас можете увидеть, как раннер делает все скипы. Ему просто необходимо видеть конкретно над одной точкой, очень точно, поэтому ему даже пришлось поднести поближе к себе 3DS. There's also this floating stairwell above us. It's made of Soul, which is so light that it actually just floats in the wind. And the fact that that's moving up and down is also another thing that kind of throws off ease of visual cues. So for the most part, we try to use Matthew's shadow Фоновый звук на основной трансляции. or not. And there's also like his hands, which can be a useful visual cue, because you'll see them like his gloves slowly drifting more and more into the darkness. Вот мы медленно слайдимся. Невероятно медленно слайдимся. Но все-таки мы сможем дойти до этого момента. You also can't just hold your touchscreen in the same position. You have to like move it around. You have to move it around because as you're drifting to the right, you're kind of drifting around non-rectangular collision. So you need to hold more and more to the left, and you'll see the circle on his touchscreen is actually going more into the bottom left corner of the screen here. I hope Plexa will do a safety save once he's most of the way in. And then at some point the camera does start shifting, and that kind of throws off everything even more. So every now and then touching at the bottom of the screen just to see if he's free yet. And there he is. Аллилуйя, мы проскочили. Awesome. Прекрасно. That's a toughie. That's a very toughie. And an encounter. Тонкий юмор. We don't mind. Тонкий юмор. Yeah. So for the minute clip, you pretty much just have to hold a specific angle so that Matthew is moving alongside the wall. For the most part, you just hold the touchscreen in a certain position. But when you want to move not too far, you can opt to do taps just to make sure you don't overshoot your target and then break back inbounds. That's the thing that happens. Ну, примерно так это и происходит. That clip is... I made that look way... Есть как бы правильное выражение про спидранеров. Это такие люди, которые готовы как бы стоять в одном месте и делать одно и то же действие снова и снова в надежде на изменения. И каждый раз, когда изменения получаются, они счастливы. Ну, отдельно не все скипы же находят спидранеры. Бывает такое, что какой-нибудь там казуал сидит, ничего не делает, он просто подходит куда-нибудь, именно мискликает, он идеально мискликает, и персонаж уходит в ОБ, условно, в каком-то месте. Ну, потому что там нет какого-то сетапа, очень легко проскользнуть между текстурами. Вот он кликнул, отвлекся, персонаж автоматом пошел, взял, прошел мимо этого места, зайдя в ООБ. Спидранеры понимают, что ООБ в этой игре работает по принципу того, что вы можете клипнуться в каком-то условном стыке и начинают бесконечно как бы спамить бедный стык. So at this point, we are basically in cutscenes for a little while, so hopefully we've got some donations. I am just so relieved that that's done. I was super worried about that. It's one of the few things I actually worry about in this run. So yeah, donations, hopefully we've got some. Well,
we have prizes to incentivize people to get those donations in. Keep in mind, we've got 2 PlayStation 5s. Yes, PlayStation 5s. You know, the thing that's impossible to get. We've got one for the EU. We've got one for North America with a $100 minimum donation, which is cumulative across the entire marathon. We've also got a couple Nintendo Switches, a couple Сейчас 5Xs. стандартное оглашение о том, что если вы пожертвуете непосредственно ИСе определенную сумму, начиная там от 50, 25, 100 и так далее долларов, вы можете участвовать в розыгрыше различных призов. Так что просто закидывая донат, вы можете принять участие в розыгрыше. Unfortunately, we only stick around for about 3-4 hours at a time. So I am going to hand you off to the one and only Bratterfield for the remainder of this run and the next. So thank you everybody for your donations so far. Thank you Plexa, and thank you to Velissa, and I will see you guys later. See you around. Thank you for hosting. Thank you very Great much. job. Yeah, so this dungeon kind of exists as 2 parts. There is the Haroon channel that we're in right now, and you're supposed to start the water from make the water start flowing by breaking a rock that's in the way, and that's supposed to start gears that'll let you move throughout the Warriors Hill dungeon. And in Warriors Hill, you can then activate 3 wheels, which will then raise the towers, and you need to raise the right one, and then the left one, and then the middle one. With the skip, we can just go straight to the middle and ignore pretty much all of Haroon channel, except for this cutscene, because we have to rescue this guy here. And that'll let Кстати, да, us чатик. talk to a different У нас who will then give us a key. появились новые смайлы Key is- именно на канале RUSC. Yes, yes. Причем анимированные даже. Yes, yes, of course, the law. Yes. It's time to stop. He has absolutely no relevance to this game whatsoever, except for the fact he gives us a quest item. That's pretty much it. Yep. The quest item that at this point you don't even quite realize that you need. You just know that there's treasure, and then you go get it. Нам точно нужны живые молоточки на канал. And so what the item is, we don't know until we go to Yamata. So yeah, with like Warrior Hill is kind of like anticlimactic because it's like this huge hype trick, and then it just trivializes everything. So the rest of it's kind of unhyped, just cutscene mashing, getting through stuff. So. В общем-то, как вы видите, в самом ране у нас файтов практически нет из-за того, что все рандом энкаунтеры мы скипаем. Машем диалоги и файтимся только с боссами. Good cutscene though, because you get the good old 2 old men just kind of BSing each other, and then Kara's being like, "What is going on here?" It's kind of good. Guys, the world is ending. What are you doing? Stop it. Yeah, Karis is a force of logic in these games. She's great. We didn't really talk about Kraden at all, Val. Yeah, not really. We're just like, oh yeah, here's Kraden. Kraden was like a very important NPC from Golden Sun 1, Golden Sun 2. He's kind of the scholar of the world. He understands alchemy. He explains alchemy to us in the first game. He's a companion in the second game and kind of talks a lot through the lore of the world and explains bits and pieces to you. So Kraden returning is kind of surprising because he was so old in the first game. Кстати, вот Зельдив точно позволит быть в Overestimate, даже если там плюс 3 часа будет, потому что там все равно opening speech только в 16:00. Yeah, so he's now part of our party, and as soon as he joins, he contributes to cutscenes in a considerable fashion. As he does. So yeah. There we go, Karis. Excuse me. Karis, good character. Like, oh, right, yeah, let's be on our way. Yeah, Yeah, I so don't he's think gonna give us anyone saw Kraden still being alive 30 years into the future. Like, even with slowed down aging, he was old. And he actually looks younger, if anything, in this game. You're not wrong.
Anyway, the third act of this game is basically going to be for us to collect the Umbra gear. So you may recall about 2 hours ago, we got our first piece of Umbra gear through a giant sequence break. Я так смотрю расписание. На этом марафоне таки много хайповых игр. Need for Speed Carbon в 8 утра будет во вторник. We seem to be back. All good. Yeah, that was weird. My everything just froze for a second. Haven't seen that one before. Fallen Order на 100% будет проходить тоже во вторник, но, к сожалению, в 4 часа по Москве. Так что много хайповых ранов. Нас ждет много. No, I've been having some computer issues lately, so I'm trying to debug all these things, and clearly I have not solved all my issues, but oh well, that's okay. This appears to be mostly stable, so I should be okay. Now, where was I? I forget. We were kind of talking about Craven, and now we're here to pick up the third eye, which is just like... Oh yeah, what the last bit of the game's all about? Да, Yeah, да, Umbra да. gear. So we gotta get the 5 pieces of Umbra gear. If you look at the world map at the moment, 6, yeah. If you look at the world map once we get into the overworld, I'll also note the map right now is just missing this bit of the dungeon because we didn't activate things properly. Why am I running out? I should be retreating. Oh well, doesn't really matter. Retreat saves 1 second. If you look at the world map right now, there's a giant X right in the center. That's where the Ну все, Umbra gear piece. осталось где-то час 20 до финала рана. And that Прям. is... Мы, кстати, уже наконец-то дошли до локации со зверолюдьми, как вы видите. Думаю, вы ожидали немного другого, но что есть. Yeah, we're gonna get Himi, our 8th character or 7th character, depending on how you count it. Our 7th character intended to be the 8th. And then we're gonna go pick up some Umbra gear, and then we're gonna go head off into the final dungeon of the game. So this last bit of the game, there's not much to it. We're almost there, basically. So there's not that much time left if you want to see the epilogue showcase, or if you want to see the rainbow screen. The rainbow screen's really cool, by the way. Yeah, I would say so. It would be really nice to be able to do that rainbow screen during the final fight as well. That would be very cool. Yeah, we're pretty much just on a fetch quest. Get all the Umbra gear, and you're also meant to get other items. So there's this big old wall. We've seen it earlier on when we were crossing after the Ice Queen over to the Phantasmal Bog where we have Sludge. On that wall is a gate with 3 slots for orbs. We have gotten our first orb. The first orb is the blue one, and you get it from Volchek during the whole sequence with Eolio and Briggs dying in the boats. But there's meant to be 2 more orbs that we're supposed to get. One of them is actually... from this guy. Yeah, from him. But you need to do something specific before he gives it to you. Приветствую. Which is... very slow. very slow, yes. We have to travel to the other end of the map and save our good friends Замечательно. and Hojo. And Holzan will die, which is sad. But don't worry, we're not going to see that, so it never happens. And then we have to get the yellow orb at some point as well, and that's very slow as well. There's a whole dungeon dedicated to that. We're not going to see any of it because I found Orb Skip, which was the first real use of the fourth clip that we saw in Ayutthaya, if you remember that. So that's a huge skip. It saves at least 11 minutes, probably a lot more. It's really neat. But we'll get to that. It's not too far Ну away, вот это though. была последняя как раз таки игрой, которая посетила почти все, что могло посетить в свое время. Так что клиффхенгер, который у нас тут есть, остается незакрытым, поэтому да, было бы здорово. Но Plexa красавец, он чисто все игры серии забегал и сказал на вот этих ивентах. And lots of pillars that you can slide off of. Чисто That's super annoying. вот этому раннеру можно выразить отдельный респект за, так сказать, продвижение их We в also этом have ивенте. another Jin that will get soon-ish. And yeah, getting our last character. It's a character in Jin, Так, actually. So the поскольку Jin's появился like- комментатор, я возьму перерыв минутку-две и вернусь. Да, Yeah, so отдыхать пока. I gotta check to make sure that there's gum in the pot. It's У меня стрим it's a прикрикнул. classic. Gotta be sure.
But I'm sure. Что ж. Yeah, that overshooting on that chest, because that chest is a piece of the Umbra gear, which, as Секундочку. we've explained, is required to access the final dungeon. You almost always overshoot and talk to the pot, and then you're like, oh, there's something in it. No, it's just something. Короче, да, ребята, такая вот игра. I knew that. Бегаем по миру, собираем Yeah, this is a джинов. little mini cutscene gauntlet Да, right here, это вот as we're sailing around the world, kind of игра на getting the pieces in коллекционирование, motion у before каждого we джина can всякие finally обилочки и assault the last bit of the game. прочее. But yeah, so our last real opportunity for общем-то, cutscenes for a while Я is going to всегда be coming up after this приводил такой brief sailing пример, segment. We're что going to get Himi, our last character. джины здесь это как стенды в Yeah, another ЖОЖе. good opportunity to get donations in a little bit. Дают, So, ну, не get them in and we имеют can get them ready. прямого, That'll be так сказать, действия в бою, но дают вам всякие вашим конкретно персонажам те или иные способности. И, соответственно, этих джинов можно собирать, много разных, и сетапить их Nice to meet you. Likewise. на Good to have you on своих the mic. бойцов. Thank you. So yeah, we're going to read some lore. Что, в Reminder принципе, я that считаю, нужно, можно и lore повторить, repels monsters. хоть и So на if 3 you часа have рано. monsters in your life that you want Если to get rid of, кто-то just read что-то them some lore and пропустил. they'll go away. Yeah, just be sure to do that every couple of steps you take, because if you don't read the lore for a long enough walk, then you might just Такая end вот up doing it again. штука. Yeah, exactly. Nice. All right. Here's our last little cutscene. Ну вот, как gauntlet, видите, so тут такой do we have any donations? Or Больш- another idea is how обильный we're doing on the экспоринг, rainbow screen and the app куча launch. локаций. Yes, I'm very interested in this rainbow screen, and of course, like anything bonus after the run, you'd love to see. So I do have $100 И вот from это вот все, enough что of вы this любите. 11. В общем-то, особенность этой игры даже в том, что Remember, folks, if you'd like to donate, и я бы сказал, вот эти все портативные JRPG-шки, они, наверное, чем-то даже... Ну, даже сам портативный формат, вот всякие игры типа Link's Awakening, они задали вот этот движ с кучей всяких решений пазлов и прочего, и тут даже надо всякие обилки собирать для того, чтобы эти те или иные пазлы проходить. Relatively soon. So please continue the generosity. Remember, we're raising money for Alzheimer Funding, so please continue rolling in some donations here. I'd love to see some lovely messages, especially if you have any lore. I can read them out to you all. Thank you. Ну, тут постоянно происходит довольно много диалогов, This is Souza, this old fellow over here, and как и можно his wife Kushinara is just about to faint. ожидать от Kushinara are actually JRPG. from the Lost Age. This is the Isle of Yamata. This is the town Пати Yamata. большая, It's им released всегда with lots of помогает people много from людей. Izumo, which was a major plot location in the Lost Age. So Souza was the person who was fighting the serpent in the Lost Age, and Kushinara was the person who was to be sacrificed to the serpent. They're still alive and kicking, and clearly everything is fine. They've had 2 wonderful children. Takeru has just left to go save Felix. Golden Sun 4. Будем спящую And this is Himi, красавицу. their daughter. And Himi is going to be our last character. So a lot of people say that Himi's just kind of shoehorned into this game. И наслаждаемся катсценами этой игры с But she actually does have со deep roots in скоростным Golden Sun lore, like she's the прожиманием daughter всех of the диалогов. people who we were helping in the second game. So she's also an amazing character. She is a caster-style Venus adept. She's the only caster-style Venus adept. Similar to how Sveta is the only physical Jupiter adept. And the combination of Sveta Удивительно, and что Vini really на complement each other really well. And you'll see that happen in the движке final даже fights. We're going to do certain DS things игры that можно will так вот make Sveta unbelievably такие strong. синематографические вставки делать с кучей поворотов камеры, они прямо... Я вернулся. Да. В общем-то, это множество хитростей разработчиков. Мы видим вот в буквальном смысле, потому что большая часть задников, которые здесь существуют, вот именно в открытом мире игры, это вообще двухмерный рисунок. В нем нет никакой трехмерной модели. Это вот именно двухмерный рисунок, который с помощью движения камер и позиции самого рисунка создает эффект трехмерного объекта.
Все арены с боссами, вообще вот все арены с боссами, в которые мы попадаем, вообще не имеют ни одной трехмерной текстуры или хотя бы какого-либо положения противников. То есть все на самом деле находятся на одном уровне, на двухмерном рисунке. И все это сделано ради оптимизации как раз-таки под слабые платформы. То есть каждый раз, когда разработчики хотят найти способ, как бы сделать что-то хорошо, делать что-то хорошо. Это вопрос к оптимизации как раз-таки и оригинальности подхода решений сложных вещей. Да, игры на DS, 3DS и вот эти вот. Да и на GBA в том числе. Они очень оригинальные вот в своем подходе, потому что технические решения, которые приходится делать разработчикам, они загоняют их в рамки. Даже я бы сказал, что в рамках даже удобнее что-то делать, когда ты не знаешь, чего ты хочешь от игры, ты просто как ты делаешь, а когда у тебя есть определенные рамки, тебе проще находить какие-то решения для, так сказать, работы в этих рамках, и это очень круто. Ну, в общем-то, зачастую это показывает то, насколько разработчики готовы как бы творить в рамках своего подхода, потому что искать неординарное решение — это довольно-таки сложно. Проще сказать, что мощности консоли недостаточно, мы не выйдем на этой консоли и ничего не сделаем. Это так, современная тенденция стала как-то забывать, что для разработки хорошей игры нужен всего лишь хороший сюжет. Ну как, хороший геймплей в первую очередь, и неплохой сюжет, этого уже будет достаточно. Ну, наверное, хорошая игра — это, скажем так, все и сразу. И чтобы это еще и взаимодействовало друг с другом. Да не, хорошая игра — это хороший геймплей. Вообще не важно, что там будет. Остальное, какая графика, что угодно может быть, если геймплей хороший, это хорошая игра. Если геймплей плохой, игра будет плохая. Да, ну, Ее ничто не спасет. Тетрис можно самое играть Зельда. сколько угодно вообще. Да. И Ну вот, этот, из новых, кто у нас? Зельда, вот это вот. Breath of, вот любой Breath of the Wild, какой там, я не помню точное название последней Зельды. Вот у нее геймплей восхитительный, а сюжета у нее вообще нет практически. Но всем нравится играть в Зельду. Ну, те, кто любит такой геймплей. Но вот взять в Reddit какие-нибудь старые игры, условно, в которых ужасный геймплей, но хороший сюжет, ты можешь только ради сюжета, терпя геймплей. То есть игра такая себе, сюжет хороший. Из новых у нас Vampire Survivals. А Vampire Survivals — это этот, как я понимаю, это этот копия Crimson Lands, по-моему, так называлась игра. это нечто среднее между... Это, знаешь, как в Кути-кликер добавили передвижение и кучу врагов. Ну вот, Crimson Land. Потому что это такая часть идли игра, там даже вообще, в принципе, можно ничего не делать. Просто ты постоянно прокачиваешься и вот это всё. Я просто вот помню, в мое время вот Crimson Land была просто супер популярная. У всех на компьютере она была, все в нее играли. Ну там был очень большой дисбаланс, то что если у тебя есть дробовик, то все, как бы тебе было выгоднее не качаться, чтобы чаще падал дробовик. Нормальная раннер ОБ зашел. И прямо в другую локацию залетел. А вообще с кайфом. Самое интересное, это не то, что как бы каждый игрок вот что-то такое, знаешь, спидранеровское. Это именно то, что каждый игрок может сделать. Ты подходишь и кликаешь по экрану, а дальше как бы стап сам работает. Нет такого, что приходится долго заучивать. Тут больше заслуживает как бы восхищение менюинг раннера. Из-за того, что те, кто пытался перемещаться по меню в каких-нибудь играх, прекрасно понимают, что значит тяжелый менюинг. Где ты там должен кликнуть 10 разных полей, и насколько тебя сильно это бесит, а раннер как бы этим каждый день занимается.
More Golden Sun. Да, он тут как раз пати Burning out was a отменеджментил, bit of a поменял trouble point, местами, especially when it was чтобы in between death все warps. We would wanna быстрее Sun использовать Saga Council to stay alive and для heal part of the party so we could прохождения die easier конкретной later, but секции. not get completely messed up. If we get one encounter, it was a big old mess. So the fact that Regnatrace introduced this И у thing нас тут, to в принципе, вот get эти into the Burning классические Cave для серии without any пазл-секции, encounters was honestly kind of a godsend. Yeah, it's really nice. It's not as fast as you'd think, actually. которые You can ранят, think в принципе, over a все good заучил. version of the old То, strat, it что saves like 30 проходит seconds, but the thing is, that's over a good максимально version, and возможно you're not быстро. guaranteed a good version. So it really does help a ton. And yeah, В literally, спидранах вообще literally нету nobody's такого complaining about понятия, it. как пазл. Ты It is a little просто bit finicky, and so if you do уже mess с it up, it решением can сидишь be у себя well, a записанным little embarrassing and a little bit slow, but it's not so bad. и проходишь по So yeah, нужному this part of the game is паттерну. collecting the Umbra gear. Я There's a вот piece of Umbra gear here. на деле жду нового рана Right Зельды. map. Именно But по последним страткам она обязана появиться на каком-нибудь марафоне. So we're just gonna do that. Yeah, and thankfully this place houses some of the strongest non-eclipse monsters in the game. Зельды вообще We wanna see Hydro Trance. бешеные игры Rare. в том плане So поиска initially gonna try страт. to run away, Потому because the что chance to run away is so многие low that you're трехмерные зельды за pretty последние much not годы gonna succeed. сократились And на it's the fastest thing you can do, на because if you часы attack, и you have to часы attack игры. animations. If you Да, defend, часы. you don't have the animation, Там огромное время it's потерь. off. Ну вот этот, And these вот things вроде бы уже все стабильно ранят новую Зельду. Там ничего нового уже появиться не может, ничего случиться не должно. И хоп, пожалуйста. Сейчас игру ранят вообще по-другому. Там, ну сколько? Yeah, you can also get a Саб 30 поставили, по-моему, в Airholder. То, что он прям за полчаса пробежал только благодаря тому, что механику полета поменяли. And as Да, и там же несколько kind механик of per полета. usual, we're not going to revive our party because guess what? We have more death warps coming up. Вот. Ну, это очень крутая I игра. believe Я next up will be Gaia Falls Cave. когда играл в Зельду последнюю, я испытывал такие чувства, как This будто place also я houses one of в the Half-Life protective 2 gym, играл, but вот, it's a very из-за обилия вот этих физических всяких пазлов. Это было очень круто. Вот but такого it's очень не also the хватало. biggest of the protective gym. This И, one only ну как, blocks 40%. В принципе, я бы даже сейчас сказал, мало играм пазл не игр. хватает игр. 90%. Да, да. We used to Опа. get it anyway Побежал because we didn't по have a lot of воздуху. options, but between Ну как, ground, вот сейчас как раз-таки можно было увидеть то, что он бежит не по воздуху, а по, ну как, по плоскости, из-за того, что здесь нет как оси координат Z, то есть есть только условно вверх, вниз, справа, лево, вот везде. А в данной игре практически все координаты сводятся лево или право. То есть все наше перемещение смещается к тому, что мы движемся по двухмерному рисунку, и он забежал в этот донжон, находясь просто в нужной точке координат, чтобы получить триггер, не заходя в него полностью. То есть у разработчиков условный хитбокс стоит с запасом на всякий случай, вдруг что пойдет не так, и мы его даже быстрее цепляем, находясь за пределами прописанной разработчиками локации. Варпнулся, получается, дизлайк. So you can have the first summon go off, does a lot of damage and increases your elemental power, and then the second one goes off on the same turn, and it just instantly does ridiculous damage in one turn. Yeah, Kite casually is seen as this amazingly overpowered Jin, but it actually takes a lot of strategy to use it well. Like, you have to basically say, this person's action is so important that I can give up another character's action for it. Yeah. And honestly, that's pretty rare. But anyway, we're off to the final dungeon. Indeed we are. The one thing I just wanted to say is that for a while, against the final boss, I used Мы просто бежим по two океану boosted eclipses off in one turn. до следующего That was just триггера. 5k damage from Самое one character in интересное. one turn. It was glorious. But now we don't get eclipse anymore. Oh well. Also, we're not supposed to be here. So after you activate the Grave Eclipse, you're never meant to be able to go back to this area of the world, because there's no beach to land the ship on. Наслаждаемся горными Thankfully, видами. with ocean walking, we can get here no problem.
And Ну, because всего лишь we're not meant to час use here остался, к the сожалению, у столь there замечательного are рана. no encounters mapped for the combination of this area plus Eclipse states. So we can walk around at 1 HP without any risk of having an encounter, which is very nice. Well, I've got news. Ooh. What's the Ну, за news? таймером я следить не Well, we have an рекомендую. anonymous donation of $20. And then we have, there's no comment, but thank you so much. Then we have $30 from Лучше просто Ajaxio. насладиться Again, no comment, but происходящим, thank you и so не much. заметишь, как And then ран Hastings пролетит. with Как $50. он No прошел comment, but насквозь thank you камень. so much. All 3 Островок of такой, those да. went to the rainbow screen. Конечно, The режим glitch there, and it's глобальный only такой вот $45 away of $455 прохождение, out of 500 for он that очень ball. сломанный, And очень something сломанный в just этой came игре. It's Просто удивительно. $100 from C. Dessert. Let's break some games and let's fight Alzheimer's. That went to the rainbow screen Dark Dawn glitch. I think we've like shot past the goal. We are met for the rainbow screen. Let's see it. Heck yeah, awesome. Alright. Еще что прикольное, do в that отличие during, от старых during the final fight. Golden That's Sun, probably the During best both place to do it. the тут final fights. Both the final fights? пазлы нужно решать при that- помощи that would be- that тачскрина, would be то есть tricky. вот эти действия Yeah, основные We'll do it for делать the, we'll do it for the final на fight. сенсорном Chaos экране. Alright. Yo, great rate. Excellent rate. So basically, we are Такой going вот, to try and get through these areas without приятный getting an encounter. интерактив. We have 1 HP. We Ну, have to do наверное, another для death walk, спидрана and это reviving немного people, сложно. puts them back at full HP. И, наверное, making такую this игру whole segment на really эмуляторе slow. не Make the death просто walk really ранить. slow, Или, sorry. может, It's наоборот, also true проще. that fighting these Но encounters многие is really time DS-игры consuming. They на are incredibly эмуляторе powerful вообще and практически не ранят. basically require 2 or 3 Хотя, summons to even clear them. They're just, in some ways, more Сами tricky to deal with than some of the DS-раны, final они bosses, to be очень, fair. You know, ну, sometimes очень like these тяжело super powerful делать, mobs, like потому they're что just annoying требуется enough, and they're какое-нибудь frequent enough to, like, устройство really захвата, pose a problem. и там все So instead of even очень bothering to сложно. fight them, we're just going to save scum То through есть here. So we're нормального just going to keep устройства saving, захвата basically until we get an практически encounter. And then when we get an нету. То encounter, есть оно we can, есть, но, короче, press X to get an encounter. не очень официальное и стоит очень дорого. Yeah, that's the tricky That's thing a- about when your saves coming through a dungeon. You have no idea what your rate is going to be. You have no idea when that То есть encounter то, is что going to be. раннер So you может can нам either показать delay такую your вот save картинку and на have to save less марафоне, often, это and if it works прям out, you save time. You очень, can очень also дорого. save very frequently and reset very frequently. Takes a lot of time, but you're unlikely to get the encounter, so you need to find like this nice balance. And a lot of the time we're pushing our luck just enough that when we press the X button to open the menu, Так, он that's when we take the next пытается... step to get the encounter. Не, он ничего не пытается, он просто So consistently. сохраняется, квитает из-за того, что словил рандом Exactly энкаунтер insane how often it happens. до того, Like, как успел сохраниться, поэтому everybody ему does пришлось like, повторить okay, все I'm заново. pressing X and I got the encounter. В общем-то, очень много времени теряется на вот этих сейвах, если кто-то найдет способ Like, отрубить счетчик на рандом энкаунтере, то там I все have like как бы гарантия ВР. where to save if I'm trying to like push my luck as far as possible, which I am. Ну вот он плюс еще не хочет как бы испытывать особо удачу, And вот then I как have notes сейчас. on where I should save Поэтому or сохраняется reset if I am периодически. being conservative, like if I'm playing around getting a bad rate. Но 3DS, нет, 3DS это как бы мини портативка, портативная консоль же. Gosh, yeah. Там It was like right on the save. весь смысл-то заключается в том, что она сама по себе геймпад, ну как, это как PS Vita, только Yeah. получше, намного лучше. Yeah, like mathematically there's like an Потому что PSP, вот, PSP была действительно популярной, а вот PS Vita получила как бы like it's up It's on to you how average. much you вид, жизнь, но в итоге она не выжила. Probability is not a guarantee, right? It could be 90% to get in a particular Надеялся location, взять Виту, and 10% если of на the нее time, выйдет it's пятая not gonna персона. work. And Так it- и не sometimes взял, that's персона kind of не difficult вышла. to conceptually deal with. У меня этот 'Cause you're like, this should с PS Vita очень смешная история вышла. Я такой захожу в свой местный магазин, the amount of и там, короче, Vita стоит за 5000 рублей. Я такой думаю, ну ладно. Взял ее. Тогда еще по PS Plus на нее игры давали. Я такой поиграл, и все. Прошел Gravity Rush первый, О, прошел еще
пару игр, поиграл во что-то, And it's just выбил always пару good to платин. take a very И вот сейчас у меня PS Vita — это как бы пример того, сколько можно накопить пыли на одном объекте. So yeah, this is the final dungeon of the game. Совершенно не представляю, что Notice с how ней the делать. mist is getting lighter and Печальная, lighter. конечно, The lore судьба у here is that we're консоли. climbing up this incredible mountain and we're trying to get basically as close to the heavens as possible. Как Sony не озаботились играми на ней, так что, видимо, достигли точки окупаемости и сразу как бы прекратили поддержку. Я думаю, Sony уже и не вернутся на рынок портативок. Spoiler alert, is why we need the Umbra Да, gear. когда там такой гигант, как Nintendo Ooh, we got a new есть. foot clip. Ну, у Nintendo, что самое интересное, как бы не совсем и портативка. But it's funny Это такая because it's полноценная foot, so консоль it's оказалась. foot clip. Yeah, and also Но it's при этом also еще funny портативная. because Удивительно. normally Matthew needs to be like all the way into the wall and then some to Ну, на самом деле defeat it. удивительно, как But много for some Nintendo reason with this wall, придумывает в своих консолях. when he's just like halfway into the wall, you can already break Те Ну, it. вот у них был как бы один опыт с Wii U, который как бы все плохо стало. Yeah, shout out А to дальше как бы они не ошибались. And that Просто only Nintendo saves Wii time. That была only очень saves популярной time на because you don't Западе. have to worry about getting an extra encounter. Все еще Silent Hill, Home. Я не помню, на Wii точно был какой-то Silent Hill с очень оригинальной механикой. Yeah, we used to just Я не помню даже его название, enemies here, но он use summons to очень rush them клевый down. был. То, что But механика even in предполагала, sun rushing, a lot что of these твоих enemies, решений меняются части сюжета, прям здорово. it takes a while for them to go down, and then like you have the whole level up animations, because we don't really care about the level ups. It's all in all, it just takes a lot of time. А and с Silent Hill'ом тоже it's все less грустно на interesting, самом in my деле. opinion. I think it's very interesting to Не get надо around вспоминать where you have to decide what to закрывшиеся do, серии. given your circumstances. But, Ну, yeah, saving Konami footage is just a выгоднее very, делать very powerful thing in the футбольные series. симуляторы. Ну знаешь, учитывая, какой у них вышел футбольный симулятор, кажется, когда-нибудь мы увидим новый Silent Hill, но таким, каким бы вы не хотели его видеть. Blue path, yellow path puzzle. Well, not really. Ждем Um, новый there's a футбольный bit in симулятор от Golden Sun 1 белорусов. where there's a 50-50 chance of getting the fast path or the Говорят, slow path. будет интересно. And this is kind of the Меня больше homage как to бы that Konami 50-50 поразило в тот момент, когда там 50-50 вышла chance of игра getting про fast Front path Mission. versus the slow Я path. такой So, думаю, о, прикольно. А. Стоп, она на движке Foxhound. Я такой, стоп, что? Она... И там такое чувство, что ее сделали на коленке 3,5 человека. oh yeah, in Golden Да. Sun 1 it's not. It Там must be такой super хайп dirty, был, but там every художник time I dive into the Йоджи frames and count the Синкава, frames, там it's 50-50. Да-да-да. This one, on the other hand, does А feel like потом genuine 50-50. геймплей оказался, ну, как бы не сработал геймплей Кодзимы почему-то, чего-то не хватило. не хватило Кодзимы. So in Golden Sun 1, Metal Gear Survival точно так же. И он you такой, get a whole action что? and rooms that you have to take. И сейчас вот чем отличилась Konami, кстати, последние годы? So it's faster to just Вот reactivate интересный this thing вопрос. that decides which path you take. Ну, кроме But in ужаснейшего here, it's just like, which path do you walk PS. within. Что она It's a вообще lot quicker. выпустила за последние годы? How much of a difference would you say it is? А, ну Егихо. Кстати, это вроде Konami Yeah, probably принадлежит. 5 seconds. It's not Да. much, but we'll complain about it all the same. Yeah, of course. Самое забавное, что потом Кодзима еще сделал дистрендинг и просто There's this whole puzzle here. перетащил and, все механики the minimap МГС is shaped like a skull. PV So you на have to do другой things in движок. order. You have to ignite the eyes. You have to water Добавив the forehead. and then you have немного to, like, load the новшеств. nose or whatever. And that's what activates this. Ну, если на то пошло, перетащить-то получилось хорошо. So you're Игра supposed to очень follow странная, the path. It's но, very как ни linear. странно, это игра с геймплеем. Corners, as long as you know where to cut them. That was the fast path. Яндекс Еда 2088. Okay, this is Получается, the... Кодзима-то barely может made свои it механики before. скопировать. Да. А они You're So, нет. alright, well, this is some really interesting routing, so we ought to talk about that. That... Let me just do a heal. Да, комьюнити Vita сделала для Vita больше, чем We actually Sony. are missing one piece of the Umbra. Я But согласен. entering that room sets our sanctum pointer to that room. So what we're gonna do is we're gonna get the last piece of Umbra gear and then death warp back there. And to do that, А так, we're если gonna use the endless сейчас вот loop, хочется which is портативку, the то Switch granddaddy в of добрый all путь. launchers. It's the one that kind of everybody Он, blew out. конечно, чуть больше Stand in this портативки, location, use the Sun Saga or но Sega при этом whip, and портативный. fall down.
Now that we're out of bounds, we're going to go make a quick detour and pick up a Эти... fairly О, какой у unexpected gin. него We need to get скип 8 пошел. Mars gin. We currently have 6. Красивый. The fastest gin to get, believe it or not, Просто погрузился Aurora, which is like the very last gin of the game, and Fever. И его Fever is выкидывает this на guy just over горе. here, back in the very Ну, вот early здесь, кстати, мы могли видеть, как он выходит из текстуры, как будто бы его выкинуло. В действительности он просто прошел точку, где положение рисунка совпадает с его текущей координатой на этом рисунке. То есть он нашел точку координат на рисунке, а до этого он как бы все шел на позиции, на которой его не должно было быть. Как-то так это работает. Я когда пытался понять принцип, по которому вот этот вот скип работает, и в целом реализация технической составляющей игры, как бы есть момент, который я не до конца понял, потому что в файтах все 100% 2D-шное, абсолютно все. А вот здесь почти все, вот абсолютно все текстуры, какие мы видим, это нарисованная 2D картинка. Но, как я понимаю, вот исходя из описания некоторых скипов, тут есть некоторые места, в которых есть что-то вроде координат высоты, но работающих немного не по стандартному принципу, где персонаж может изменить свою точку координат. То есть есть условное положение, где главный герой может находиться и где его не должно быть. И вот типа гор, на которые он не может залезть, имеют хитбокс, который не дает ему подняться наверх, преграду. Но при этом сам герой не поднимается наверх. Он идет по плоской координате, которая ограничивает его передвижение в направлениях, которые ему недоступны. И вот, находясь на двух коллизиях, там условно вот между водой и мостом, это два разных объекта в игровом коде, и протискиваясь между них, именно слайдингом, то есть мы медленно смещаем свой хитбокс между ними. В один момент мы проскакиваем и оказываемся между двух отдельных коллизий, тем самым попадая в буквально out of bounds. Но out of bounds здесь нет, потому что, по идее, это нет трехмерных объектов. Это довольно сложно понять мне было. Но если я все понял правильно, это именно из-за того, что разработчики поставили механику передвижения главного героя, то есть запрета его движения вперед, на коллизии конкретные. Вот по типу обрыв, там нет пропасти. Мы не можем в него упасть, это просто черный фон, созданный трехмерно, но имеющий при себе ограничение передвижения главного героя вперед. И если мы можем где-то условно найти место, где разработчики недостаточно поставили маркеров о том, что мы не можем идти вперед, мы проходим вперед и можем ходить где угодно, потому что дальше-то как бы этого маркера нет ничего, что запрещало бы нам ходить по поверхности. Очень странная вещь. Очень непонятная. И, может быть, кто-то в чате там ранил игру или разбирается в техническом плане этой игры из интереса. Ну, приблизительно так я понял объяснение из двух спидранов разных. Ну, я так понимаю, мы ходим там, где нельзя ходить, и нам ничего не мешает там ходить, потому что мы, сказать, все ограничения скипаем. Ну да. Это лучшие примеры. У нас есть выходы в ООБ, вот именно полноценные выходы в ООБ в каких там ранах. Вот в Dark Souls, вот отличный пример Dark Souls, где мы можем упасть в условную пропасть и получить себе дестриггер. Там, где мы абузим это для того, чтобы скипнуть врата. Мы прыгаем специально так, чтобы получить триггер смерти персонажа, падая в пропасть, но при этом мы достаточно быстро возвращаемся назад, не падая в нее. И дальше игра как бы думает, что мы мертвы, поэтому не подгружает локацию. Тем самым мы можем передвигаться в ООБ. Вот упрощенное описание. Хороший, кстати, огонь. В колесе нас преследовал. В общем-то, мы можем себе это позволить, перемещение, но сам факт того, что мы можем куда-то провалиться и упасть вниз, он присутствует. То есть, прыгая вниз с лестницы, мы прыгаем вниз. Здесь же, спускаясь вниз, мы не совсем перемещаемся по
координатам Z. Trial of the elements almost. Each dungeon is like elements of the С ВП, shadows, which is заскейленный через РТСР с выходом в КК. Блин, обожаю это. Just please don't let this be the end, because I just want to keep going. Это, кстати, довольно иронично, сколько Alas, this is the end. англицизмов вроде используется в попытках объяснить Yeah, and элементы геймплея, но по-другому как-то плохо получается из-за того, что на русском этого мало. like third. Вот именно мало на русском. Especially the post-game. The post-game dungeons are a bit... Так что поэтому подписывайтесь на RUSC. У нас тут есть фанваны, есть гайды по спидранингу. Вчера вас научили бегать фоллэч. Третий. Так что ждем. Также ждем вас в донатах ИСа. У нас уже вроде должны были даже починить кнопку под нашей основной трансляцией, которая вас перенаправит прямо на донат на ИСу, потому что все это в благотворительный фонд идет. В этом году у нас Альцгеймер Foundation, как я помню. Да, Альцгеймер Foundation. Как вы понимаете, мы собираем на борьбу с болезнью Альцгеймера. For some reason, every time I go to open the menu, I'm hitting Я the не back or слышу. right button, so that's why you're seeing all these crushes and whirlwinds come out. Very frustrating. Да, еще у нас рубрика фабрика спидранов есть. Устраиваем соревнования между раннерами на скорость изучения ранов и качество. Тоже вот недавно анонсировали новую Yeah, like the Venus and Mercury runs are серию, quite так complex. сказать, этого ивента. Можете даже сами записаться. Вот у нас It's a nice ссылка little под way Дискордом, to там send есть off the game, the канал с little регистрацией. sequence right before the С регистрацией на Bag, фабрику Apollo, тоже отдельный Lens, канал. or whatever the last room is called. I always get them В mixed up. общем, I know надо there's, like, Apollo's разбираться, да. Ascent. I think this is Apollo's Думаете, Sector. легко все? I I believe could be so. wrong. And then lens is like the part with the lens. Yeah. I don't know. But yeah. I always get them mixed up because they're so similar. Cool area Ну, here. короче, This я is так also the понимаю, reason we'll never get rid of Crush, because we need to вот ты free говоришь these про distances of координату, то есть, their confines. если No, говорить no. это простым This one, you языком, know, in то в этой theory, игре like нету... someday there's like a wrong warp to get through this Ты area просто or whatever. приклеен всегда к земле. But to actually да. activate the Apollo, Ну, что-то you в have этом to роде. crush a bunch of times, and that's the one that I'm referencing. That's the one where И you, вот в unless you can find a вот trigger в for that этих cutscene, игровых you can't change the пространствах, area. So в которые мы very, very нелегально, difficult так to skip сказать, crush. залезаем, Yeah, true. не true. задуманно игрой. But yeah, Там still, это this is one of земля those находится, reasons, ну, and the fact that в the loading неожиданных zone to местах. the room to the north doesn't actually Ну, в exist общем-то, везде есть земля. Вот так вот лучше обозначить тогда is уж. another reason that Земля плоская, и она везде есть. Нет точки, где нет земли, если она плоская. it's a little Логично, calm before логично. the storm, so to speak, because the final boss is freaking wild. Вот тогда сложный It вопрос, can be pretty tricky. как океан помещается на плоской земле. The entire game is Ведь challenging, but если земля плоская, значит все высоты равны, а если все высоты равны, то Chaos, like, океана быть не может. Ну ладно, это Chaos Chimera, такое. which is the final fight of this game. The Chaos, like, the whole run is optimized around that one fight. Like, it defines the speed run. Это все basically. хитрости You need разработчиков to be игры. strong enough that you have a realistic Наделали shot to beat тайлов it, там. and this strat has a roughly 66% chance to win. Which doesn't sound great, and it's Ну not вот great. как but, же не it's better than перестают 50%, удивлять такие игры. and true. it's better than 40% that Просто some of the strats that I've worked on. У have been. разработчиков The fact как that the будто strat actually has a бесконечная backup фантазия, или is они one of, просто, like, не most знаю, strats don't get the часами luxury эти of a пазлы backup. Let's придумывают. just say that. This one does Может, у have- них it какое-нибудь has an out руководство есть по to something составлению going horrifically wrong. пазлов, но иногда not создается good. впечатление, что они просто 66% все is more than элементы 50%, игры it's also more than вываливают 40%. на стол и That's true. рандомно It's one of the reasons растасовывают. that Gen Heist was so easy to just Вот agree насколько on, dude. много способов because взаимодействия со Every всякими other предметами, это все had еще, one это shot. все And качают if из it didn't серии в work, серию, то есть тут tough не luck, то, that чтобы was вы it. можете It's увидеть all что-то over. новое. Вот эти I вот think it would be Just fair to удары talk по about колоннам, this as a chaos chimera and вот all the эти things вот, that can go wrong, because in the moment we're not gonna have that much time. скажем Yeah. так,
We've got a long way to go before we're there, трещины, but yeah, basically, с которых можно скатываться, it has AoE instant death. как Instant с death is горки. bad for Это все obvious было в reasons. прошлых It частях. has an ability called Gin Blast, which Они, can соответственно, remove так all the выглядят, gin как, from one знаете, person, which красные makes it бочки в игре, impossible to do видите? summons. И вот это вот That's то же самое. bad most of the time. There's like Нам, one or кстати, two для решения instances пазла where it's остался probably всего лишь okay, один but элемент. it's generally just bad. On top Хорошо. of that, it can deal a ton of damage if it just decides it really hates a particular character and just focuses on that character solely. Chances are they'll die. И это Всем откройся. очень On top of круто, that, it's что got abilities that can take away your для actions. решения It's just пазлов everything очень about простые it задачи screams, используются. Просто там толкать unfair, какую-нибудь but штуку. that's okay. Но при этом It's сам quite пазл intense, like, получается очень especially the крутой. instant death on an essential character Из-за or вот, gin blast on someone того, who как will still грамотно need to be разработчики used. пользуются этими That's штуками. just like, well, rip, I guess. Нет перегруженных Oh, пазлов, and нет don't тех, forget, которые also слишком has Shadow просты. Shield. Oh yeah, of course. Это you can also логично. just decide to block 50% Да, of your это damage. суть идеальных пазлов, они But должны просто thankfully, we do занять have игрока, grounds. а не As long as the character who замучить. uses ground outspeeds Chaos Chimera, our priority goes before its priority. So that's nice. Yeah, there's still one turn where it can use Shadow Shield. So if that happens, that's where the backup comes into play. But still, it's unfair. But it's fine. We can deal with it. Чем эта серия, в We have принципе, congrats. и очаровательна. Except when you just get beaten up 10 times in a row. That can also happen. Просто веселая игра. Yeah, that happened. What happened to Rafi? Was it Rafi who had that recently, where he just got It was destroyed? Lagrange, yeah. 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 We recently held a community-wide relay race of the series, and one team got mercilessly destroyed by RNG, and just things did not go well. And it was just everybody on that team. Прыгнули too, прямо like, как-таки it- в «Принце one team Персии». had everything go well. Причем судьбы у игр примерно похожие. The team that did not, unfortunately, had to do a couple tries on Chaos Chimera. And, you know, that could happen. I'm mentally prepared for it happening in this run, so fingers crossed that it doesn't, but Получает it's out of выстрел, my control. чтобы I can only do the свалиться inputs, and if I do the специально inputs и correctly, as long подобрать as джина. if the game says no, then game says no. I think with the power of the rainbow screen, you'll be able to do it. I certainly hope so. А потом варпается I saw a question обратно. in chat earlier about retreats. The first two games are infamous for having this thing called the retreat glitch, where you can essentially И run время warp, and крутить in the second последнее game колесо. also pick up items from an incorrect chest or sometimes even a non-existent chest. Sadly, that does not exist in this game anymore. Или все They rebuilt the 4 engine from колеса scratch, so сразу. all the Не-не-не, stuff мы that просто didn't должны work, выставить их в правильной последовательности. Not quite from scratch. There's definitely a lot of like carryover. They use the same underlying mechanics and formulas, but they rebuilt it. Yeah. So Видимо, из-за того, что он комнату перезагружал, this is the last они puzzle, and then we're gonna get поехали. into Не, skip. позиция связана с тем, что Skip while I worry about это the комплексная теневая картина, где мы должны из 3 разных частей составить портрет условный. Вот, сейчас вот получилось, что мы зеркально создали портрет к основному, и пазл заключался в том, что мы из теней как бы создали такую фигуру, которая зеркально отражает ту, которая была, и тем самым открыли дверь. То есть пазл в пазле. And that unlocks the soul blade. If you try to interact with the soul blade that's sitting in the middle of that room, you can't pull it out until you put in all the orbs. And you need the soul blade because it's literally Небольшое the key to совещание enter, перед kind of like замесом, the я так понимаю. inner mechanics of this machine. And I mean it in the most literal sense. You just stick the soul blade into the key lock, and it opens. It's actually a key. Yeah, it's It's a like the Keyblade. It's like very Kingdom Hearts. Забавно, in тоже Kingdom Hearts they never actually inserted и into фича anything. такая It's из just прошлых fire частей, blueprints что anyway. помимо So we need to get into that облак inner room, диалогов, because that's where we в activate игре еще the есть mechanic. вот такие эмоуты, So которые initially всплывают над we had to get the персонажами. orbs because we couldn't retrieve the soul blade and we couldn't clip into that inner room. But thankfully, with Plexa Даже нигде не видел and the такого. introduction of fall clipping, we did find a way to get into that room. It's non-trivial, but we found a way in because
in this coming up section, we have a И new мы mechanic. сетапим If you're familiar наших with the first джинов. game, you might remember Lamakan Desert, where you have this heat meter, and when you walk around, it goes up, Невероятный менюинг момент, and when it просто reaches the top, you take a quarter раннер of your все health супер instead. быстро делает. This is a more extreme version of that. If the meter fills up all the way, you just pretty much wipe and you get sent back to the Wise One statue that we were at earlier. And you just have to walk back to that area. You were saved, or like engulfed by the lights, and yeah, it's not good. You can reduce that meter by standing in the shadow. When you're standing in the sunlight, it goes up gradually, and standing in the shadow cools it down gradually as well. So there's this pillar that's in the sun, but it's casting a shadow, and we need to minute clip off of that to get out of bounds to proceed. Вот очень сложно передать как бы сложности менюинга, которые испытывает раннер, потому что в меню надо поучаствовать разок-другой, чтобы понять, насколько это такой утомительный процесс приключения менюшек из-за того, что если ты сделал что-то не то, тебе придется переделывать это меню и так далее. Я думаю, все, кто играл в JRPG или вообще в игры, где есть взаимодействие с меню по переключению некоторых вещей, просто бесятся иногда от него. Я вот недавно пытался Ninja Gaiden Sigma пройти, который оригинальный Ninja Gaiden. Меня так сильно триггернула вот старое доброе геймдев решение, когда ты должен был переигрывать уровень целиком, вот полностью весь, из-за того, что ты там условно упал где-то, а чекпоинтов на начале уровня у тебя не было, только сейвы. Это такое. Или все оружие свапается, как переключается только через меню. То есть ты заходишь в меню, переключаешь оружие и возвращаешься в бой. Здесь, кстати, мы видим, как раннер пытается клипнуться в ООБ. Ну, условно, наш Outlaw Bounce, и это не клип, а слайдинг. И он периодически ресетает, потому что достижение шкалы слева означает, что мы умерли, к сожалению. Поэтому здесь приходится перезагружаться, если сразу не получилось. При этом как бы при сохранении сохраняется позиция, поэтому он сохраняется, загружается, продолжает процесс. Может, сетап не тот. Вот, бывает такое, сохраняешься прям в начале скипа и вот не можешь сделать, но все Ну получилось. как, тут два варианта развития событий. Первый — это то, что он как бы сразу уходит в ОБ. Вот, ну, вот буквально правильно ушел, потому что, как говорится, достаточно быстро и правильно кликал, а бывает такое, что с первого-второго раза там у вейрхолдера там гораздо быстрее это получилось. Я не знаю, честно, от чего это зависит вот полностью. Твоя позиция, как быстро ты сможешь проклипаться вот в это помещение. Но сам факт того, что это как бы не совсем требует сохранения загрузки, как обязательной части страты, это да. It's this one, Phantasmal Bog, and Warriors Hill. And getting all three of those very cleanly, that's enough for me. I'm happy with that. Yeah. If Chaos Chimera kills the run now, it's not my fault. Unless it is your fault. Huh? It's always be. possible to miss it. Okay, so right here we're lining up very precisely to do a little skip that Legrand found years ago. It was actually like the second notable discovery in this game. Fine. If you get Matthew like very, very slightly on this step, you'll be high enough to grab this pole to the left that's still underground. And that lets Еще you пытается кликнуться, что ли? skip grabbing the right pole first, Нет, which нет, сейчас which starts like a 15 second. он отдельно застапил There we go. пару элементов, ему надо схватиться, But to self, do that Чтобы every time. I don't know. переместить вот I thought I эти... could do it from the left side. I should just Я do не it from знаю, the как right side. назвать эти механизмы условные. Anyway, because we've done this out of order, this is going to look really silly. Things are And going to because we appear out of didn't put nowhere. any orbs. Это как бы головоломка тоже очередная. The next one, however, is particularly funny. Ну, какой-то It's also маховик, about наверное. 2 minutes long, so if there are donations, now's a Спутниковые тарелки, я бы сказал, free все-таки. gun. It's Ну not our да, fault. тарелки, они вращаются. Это прям именно спутниковые тарелки. Makes sense.
All right. There's folks Ну, asking. может, и There не is спутниковые, another но тарелки, incentive for точно. this run right now up until Что-то они, так сказать, overestimate, направляют. which I don't think will happen. Такие вот Plexa антенны, will короче, show off how to направленные. obtain the Eclipse and Crystallix summons during the epilogue sequence. If we meet this incentive, right now we have $110, and the goal is 1,000, so we're less than 900 away. Yeah, for the epilogue showcase. And again, all of your donations throughout the marathon will rack up and track towards the prizes we have. Again, top prize, PS5, Нормально, он там with сок the minimum пивает donation of вишневый. $100. Балдеж. Yeah, this cutscene's surprisingly long. I never think it's that long, but it's actually like bathroom break worthy. Здоровенная штука. For such a long run, you kind of got to work out when can you take a strategic bathroom break, and like there's one of them just after during the passage sequence once you activate the alchemy forge. This is the other one because but you never realize that this one's one that you can take because the adrenaline is going and it seems a lot quicker than it really is. But this is legitimately 1.5 2 minutes of cutscene from drip use. It's a cool cutscene. Yeah, definitely. And this is also like right near the end, around so you're just like, oh, I can hold it. Кат-сцену. Okay. Очень-очень This is длинную. definitely a good opportunity. Would have been. Если найдете способ, как ее скипнуть, напишите But раннеру. late now. Yeah, I'm just calling out the fact that it's a long cutscene. Yeah. So, why did we spawn a huge gun to begin with? Well, we kind of messed up the world because of the whole Luna Tower Grave Eclipse shenanigans, and this weapon is powerful enough to destroy the Luna Tower. But our buddy here, Arcanus, I don't think he wants us to do that. More importantly, Blados and Chalice don't want us to do that, because, you know, they were the ones who manipulated us into raising the Luna Tower to begin with. Наблюдаем диалоги. So for context, oh yes, Alex, RIP. В общем-то, в такие surprise. моменты раннер просто расслабляется. There's probably like 15 or so minutes left or so before И the клацает epilogue stuff will скип-меню, need to be locked in. So if you want to see скип that, диалогов, there's not вот that это much, вот всё. not that much time left in it. We are right at the end of the game, unless Chaos Chimera decides to be a pain. As we've discussed, Chaos Chimera's got a lot of nasty abilities. Not the least AoE instant death. So fingers Да, crossed. вот злодеи, так сказать, запросили Plexa, did you, подкрепление. slap glove swap? I did, yeah. I'm good at timely Десантировались. notifications. Самое время, так сказать, glad you reminded разобраться me. с ними. Yay. So yeah, this is I where, actually did forget. I just checked my notes. I was like, oh, I haven't done my status menu. Then I see what was going there. I was like, oh yeah, I gotta swap the thing. So yeah, this is where it's revealed that there are, outside of, you know, the 4 elemental adepts that we've been talking about, there are also Довольно dark смешно, adepts. что And, к главному yeah, герою so the обращаются Blados and Chalice ЕСа are exactly that. 2022. And that's why they also have like these weird elemental weaknesses. Like the one is weak to fire, the other one is weak to, you know, mercury. Лучшее имя для персонажа. It's honestly kind of odd, but I fully expect if a Golden Sun 4 is made, it'll just have 2 extra elements for light and dark. Because right now it's kind of just a weird mixture of like all elements. Yeah, it really explains why everything's been so weird. It was, oh, they're dark adepts. That's why they don't quite work the way that we expect them to. So yeah, we're just gonna do some more save crawling to get through this bit of the game. There are 2 warriors here. They're not particularly difficult to defeat. But if you defeat them, they give you 50,000 experience, give or take. So we would Ну, пока literally что be идем about 2 слишком minutes хорошо, я leveling бы up, так сказал. which is not good. Прям, Not good ну time. вот реально слишком хорошо. Что-то должно пойти не так. Я не помню That's okay. ранов That happens. Плекса, I'm на used to котором this он one. руинил эстимейты. You get very used to getting destroyed by Это уже не random те scam. I'm just gonna make a старые save. добрые ЕСы и ГДК, где там But yeah, we don't want to sit there and каждый level up раз forever, so we gotta финалки do this instead. заливали там Casually, на this час is, like, really вперед. nice, 'cause these 2 warriors Выигры give a с тимой. huge amount of XP. And they Мне give каждый you раз смех what is it бросает like? от финалки. Yeah.
but we don't need that. It's kind of just a waste of time. Right on the pixel. Сейчас Ooh, все I don't должно... Ну, think конечно, there's time for Go for this. it. много Got a душных cutscene. моментов ранее. We are working towards Особенно the epilogue то, что incentive. ему I know we очень can do много this if we all work сегодец together. приходится. Moogle Mage is helping out Прям with много времени $50, теряет. saying, "Let's go, Но Twitch chat." если That бы он is еще going там towards дрался the в этих epilogue моментах, showcase. So I know we're at было бы 160 еще now. больше времени. This might be a big. Так, он взял это с запасом, с таким запасом 4.30, но надо не забывать, что у него VR, ну как, сам VR This is по pretty этой high игре, level game. We're gonna go ну through мягко random сказать, bosses, so, такой плотный, потому now is the что time. Now is the time. 4.05 это прям очень хорошее время с минимумом каунтеров. Он уже как минимум 2 раза в этот в софтлог попал, лишние ресеты, поймал как минимум 3 лишних файта, там на 2 минуты каждый. Это сколько? 15. Here we go. Он где-то минут 10 уже от ВР, 100% 15 потерял. Я думаю, где-то 25 The summons будет. are just и so cool. I love them. Нормально. Ну вот время такое близкое будет, потому что ну вот ВР через 4.50. I want to get through this fight. I'm like very worried about Chaos. I'm not that worried. I'm moderately worried about Chaos Chimera. I'm at peace with the fact that he can probably just kill things. But Закончит где-нибудь в 4.25 it'd be и nice to not have to die to Chaos типа Chimera. того. Yeah, for sure. Хотя, конечно, концовку игры я уже не помню. You think we could repel Chaos Chimera by reading the lore? Но вот у нас есть I wish we could. That'd be fantastic. Yeah, just like здоровенная адская back, so. гончая. Yeah. Будем с By ней the powers сражаться, of law наверное. combined, you bring all 5 books together. It's like Exodia or something. Oh my gosh, yeah. Волчара. Law powers, and Kraden powers up, goes Super Saiyan or something. Super Saiyan Crane. Yes. Images you didn't think you needed to know about. Alright, so we're getting This is into where the Sveda's gonna chaos one. shine. This is indeed where Sveta shines. So Hime is going to И cast это Weapons boss Grace on fight. Sveta, and what that does, it increases that person's attack by 50%. That's a lot to just put in one turn. Sveta herself is going to cast a Judgment to power up her Venus power. You'll see it goes plus 100 here. Ну и, конечно же, And then next turn she's как в gonna любой go другой Beast Mode. JRPG, That's where that physical а power в is некоторых going to даже come in. где-то и побольше, When you мы go into Beast юзаем Mode, бафы, you have a separate set of classes. а на нас кидают Starts with всякие a wild неприятные animal, статусы. and depending on your Venus and Jupiter Gin equipped, you Да. can power it up even more. And you can get up to like 320% attack multiplier, I believe. And yeah, so next Много turn she's gonna pump out a lot of damage. защиты just on- использует на себя раннер. basically Надо не everybody забывать, is как бы, forced. что у нас хоть и сильные саммоны, которые дают нам абсолютно нереальные статы для игры, мы все еще на очень низком уровне относительно врагов. Typically, we go for the single target, so we just focus on the Chaos Hound Да, with поэтому all the играем damage в listed. достаточно глухую So оборону all the single enemy attacks that we can. и Just используем look at the damage that Svetta's различные gonna pump out here. She's gonna attack twice. очень thanks to сильные the crits. атаки специальные. Sadly, we get a shadow shield, so it's gonna be 50% less damage. А, than вот with он like, как раз еще застанил, кажется, stupid врага origins, but even through that, электричеством. Или... 487 Да-да-да, он damage in его one attack, электричеством bam, немного another one. застанил, он не может That's двигаться. 1,000 damage, which could have been 2,000. Sveta is an absolute beast. So what Aeolio is going to do now is cast Reflux. Wow. Another Shadow Shield. Поразительно, как Get it all быстро out, он get it all нажимает out, на game. всё Yeah. это. То Cast есть Reflux тут заранее instead, which известно, means что if she is надо вот attacked and столько-то not stunned, нажатий she will туда, counterattack. столько нажатий And she'll сюда. do that with her full attack stat, which is obviously very strong. Sadly, Chaos Hound И will attack her. Удивляет разнообразие атак. Alas, То есть тут нельзя сказать, что есть какая-то прям Oh my god. большая бомба, которую можно на всех скинуть. Нужно So this грамотно would be a problem понимать, if, что ты делаешь not for в the этой fact игре. that Moloch is amazing, by the way. И I'm actually getting a little bit nervous about оркестрировать things. I think своим I've got пулом I got one slam способностей. left, so I'm just gonna start loading in more Видите, damage. раннер даже немножко No. призадумывается. Dude.
но решение он принимает достаточно быстро. Yeah. And there's the Amazing. infamous punish. Okay, it wasn't an insta kill in terms of the effect, but it was Опа. damage. Все, убили Есу. 0 хп. Right. I guess we're going over to the. Но есть еще бойцы. Ну тут There we go. сейчас кританет, наверное. Yep. No, you're not really scared during that fight. You're just like annoyed that you have to. Отлично. Как же ему повезло. So the nice thing about having Moloch, when Sveta is in her beast form, she will consume 1 Jin per turn. They'll go into recovery mode, they'll go into recovery mode. Да, when вот she эти же РПГ просто... if she has 6 Просто Jin, враги с огромным значением she can часовым, и надо survive просто 6 бить их turns все in beast время, mode, как and then можно she transforms больше. and all 6 Jin are put into recovery. Moloch is Не weird, забывайте and because we про have оборону, multiple но copies of it, if we set a copy of Moloch бить to, это очень важно. set or standby, did you do Rainbow? No, I didn't even do the menu. Okay. I just accidentally pressed back one too many times. That's not right. Если вы не наносите урон, вы тратите свое время зря. Yeah, the fact that we И have multiple Molochs means they can't all be consumed, вы so only consume the first с Moloch. каждым ходом все And we больше can get a Moloch истощаетесь out по of ресурсам. recovery just by setting on РПГ. standby a different Moloch, because they're like weirdly semi-connected. So instead of draining like 4 or 5 Jin, depending on how many turns just passed, it only drained a single Moloch, and we can get it back. So that was basically a free beast mode activation. It's very important that the Jin are set up properly here, because we're gonna swap. Вы почти закончили, почти. Скоро Dark Souls. By summoning, and that needs to happen in a certain order as well. It's all very involved, very well thought out. All right. Oh, I didn't swap people around. We probably just died. That's fantastic. At least Alright, get a how rainbow far screen. away am I? No, I'm actually fine. I'm actually fine. Okay. Yeah, I did do rainbow screen. It should be in effect. You won't see it right now, but it'll be fine. Yeah, you'll see it in the top screen. Oh boy, this is all very strange now. This is fine though. Silent Hill 4 у нас следующий. There you go, rainbow screen. Yeah, except for that one block where there's just Jin still visible. Taste the Feel range. the rainbow, friends. Feel the rainbow. Summon the rainbow. Love it. И очередной So файт. normally there's like this rainbow-colored filter Я, on кстати, top of a different пропустил image, момент, so я it's так like a lot more понимаю, subtle. это But because of злодеи, они либо слились canceling друг к out of другу, menus, либо... like very quickly, Да. we can По-моему, что-то такое должно make it so that the происходить в effect is, конце like, a lot more каждого prominent, Golden and Sun'а. the Jin screen is kind of just sitting there broken. Раннер, кстати, не накосячил. Мы сейчас, может, даже... Ну, в стимейт, кажется, уже укладываемся. Уже спасибо. Alright, this is the scary turn. Okay, we're not getting shadow shielded, so that's good. That's good. Vicious Embrace is fine. And Okay. attack, wonderful. We should be good for the 3-turn fight. This is... Honestly, I deserve this after that Lados and Jealous fight. Alright, so this is not going to be time yet, by the way. Time is going to be after. I will be very curious what the time is, though. Oh, for sure. Alright, last round of summons here. Another groans. So I think the only thing that can still go wrong is a retribution proc on Himi, right? There's a lot of things that can go wrong still. Wicked Howl can go wrong. Attack. Okay, we're fine. That's it. GG. That's it. That should be GG. We gotta get one meteor off, but yeah, it's fine. It's not in the move pool. It shouldn't be in the move pool. Amazing. Awesome. Ah, great run, Plexa. That was sick. Thank you. We can enjoy all of media. This is really slow. That's a pretty involved animation for just being a It's a medium. very long animation, actually. This is much longer than I thought it was going to be. Have I made a mistake here? Очень красивая There we анимация go. атак, как можете видеть еще. Тут Yeah, два Open экрана this показывают. Скипаемая. Благо. Да. С двух камер еще No показывают, time как yet. этот метеорит летит. What is the time, though? Once
once we fade to black. I think that's going to be hard to tell because we had to pause at the start for a bit. It's okay. What's the estimate? I'm sorry. More donations are coming. I wonder like И how это much time we'll бой still побежден, have. да. Просто Because, самыми сильными атаками в игре About навалили. 3 minutes. 3 minutes? Oh, because we've reached a Максимально total of могучими. И тут $455. I need оказывается, to read что, these off. короче, So этот close. оборотень, это Anonymous donation of братан, $25. Thanks, оказывается, Plexa, был Lalissa, раньше and был Bratterfield for a great start to this человеком event. We have $20 from или Full эльфом. Metal В Adept, общем, 108. Hey, Plexa and да. Val, good luck on the last couple fights. Looks like GGs are in order. And we had Ну, он все $250 еще from жив, Red как Wolf бы, и Networks. Hey, everyone. вроде Guys from Red Wolf here. Glad to be a part of брат ESA. этой Super glad to Светы. help with donating towards Alzheimer Funding and their research. Another $250 Такой вот every day of the channel. неожиданный Let's поворот. go. And all of these donations went towards the epilogue. We have 455 out of 1,000. I think we'll be out of time here. Скоро время. I think we will. Yeah. Yeah. That's a shame. But it's okay. We got the rainbow screen. Ну, там еще много-много диалогов будет. Ну, диалоги это минут Oh, yeah, 7 a couple максимум. minutes. Меньше. Там еще они все там в какую-нибудь деревню поедут победу праздновать. Там. My math is not good at 7 a.m. in Это Pacific всё. time. 5:45. 5:45. Just under halfway. Meanwhile, Matthew repeatedly bumping his head against the light and just falling down the stairs. Poor boy. Oh yeah, the Chaos Hound was actually Sveta's brother, but being transformed by like dark elemental energy, and she just had to beat him up. So she's also pretty sad. Right? Прогноз начался 4 часа назад. Вот это я понимаю. Ожидание. They did make this unique portrait for Sveta at this for this sequence, which is kind of interesting. She's got these glowing eyes. It's kind of neat. Yeah. There he is again. Just bonked him down the ladder. But yeah, this is the end of the run. There's just a couple bits left. I think some shoutouts are in order. I think shoutouts firstly to the quad that broke this game to Волчара pieces. So поднялся. Velisa, obviously, Вспомнил just свою during the song. сестричку. Regina Trey's absolute legend, the Fulgur, И who came решил, out of the так woodwork сказать, and was like, помочь. hey, bridge clips can work in multiple places. Как же японцы любят большие пушки. You know, those couple не months that любит? we were in the trenches on Discord every day, just Чтобы жмых Это он, любишь. знаешь, эта сцена мне напомнила финал пятой персоны, если вы понимаете, о чем я. Just in the middle of the It's work crazy, week, like- just staying up until like 4 a.m. Oops. yeah, work's done. Jump onto Yeah. Discord, stay up to Yeah. like Ah. the equivalent of 1 a.m. So much fun. Those were the days. That was crazy. Yeah, shout outs to those that wonderful group of people because we destroyed this game. Да, вот это жмых. And of course, shout outs to Legrand Grand, A Rafi. I'm forgetting somebody, I think. But other runners of this game who have done, you know, amazing things as well. It's amazing that there's been so much interest in this game in the last 8 months. It's kind of gone from 0 to a lot. So that's pretty cool. Yeah, definitely. Shout outs to some of our other brethren who you'll see later in the marathon. Bowie. И вот shout от outs to рана Bowie, почти who ничего не normally does осталось. commentary for these things, but he is currently en route to ESA as we Но speak. шампанское Same with пока не Vex. открываем. They'll be running some fun Сейчас stuff еще later надо on, so дойти check до them out. самого There's a part of our конца. little Golden Sun И community. уже потом We, можно писать ваши wish them well ГГ. for their runs later on. I guess on a more personal note, thank you to my wife for being incredibly understanding. It's currently 4 a.m. where I am. She went to sleep as I started. Сейчас он благодарит свою жену за понимание, потому что у него сейчас 4 часа утра. And I love you heaps and thank you for understanding when I broke Moloch. And that happened. Красиво, And красиво. About to dive into the last cutscene of the run.
And of course, shout out to Всем my бы friends такой at Team жены. Liquid, my employer, my colleagues, wonderful organization to be a part of. They're incredibly supportive of this. They actually added this to the schedule of our fan loyalty program earlier today, which is kind of nice. Hi, all the people who are getting points for this. Yeah, just amazing that they support this kind of stuff. So thank you guys, and it's Ну really и honor вот, to work как with я you. говорил, они там возвращаются Anyone you want to shout out, Val, before we close в out here? родные I want to земли, give a shout out to Smelly McTroll, who was все just ruining the run празднуют, when we decided to completely break it. And then they, Poor old they just попада- decided попадают там в to stick нелепые with the glitched ситуации routes, did a какие-то. couple of runs, very cool. Casino Coin also did some glitched runs back in the day. I think I've seen them pop up in the Discord every now and then to see what the progress is. Yeah, just the entire Golden Sun community. I want to give a shout out to to И Tessa им Emmy for пора putting up with me. отправляться дальше. I want to shout out Emmy for letting me steal Val for many nights to break this game. Thank you, Emmy. Yeah, Emmy's my girlfriend, and yeah, I definitely spent some time away Вся from her. деревня, We were так trying to сказать, за break the ним game, горой, so, он говорит. also, Чуваки, thanks вы to her нас for putting спасли. up with that, not making a big deal out of it. And I want to give a shout out to Просто Plexa, 'cause he's вдохновение. it's like the cornerstone of the Golden Sun community. Runs all the games, is good at all the games, very supportive. Always down to Даже help, немного смутили just generally a very главных positive героев. host. That's time, by the way. Может, It's been даже a и really много. weird time. I've advocated to change it, but it hasn't really got traction. It's the I want final to split on significant Fade to input. Black. But it's the final input. But yeah, that's it. That's the game. Yeah. We're about to transition into credits, and yeah, I'm legitimately surprised that this went as well as it did. I have You did great. legitimately died to Chaos Chimera 10 times in a row before I finally got to kill it. And I was И so это worried время. that was going to happen today, but it didn't. We got trolled 4 by часа Boyles and Chalice 16 instead, so минут, I've never seen that before. Like 4 or 47 5 Shadow секунд. Shields in a row where Sveta runs out of PP. Haven't seen that one. Сейчас начнется сетап для Dark Souls. But yeah, not to worry. Не, She's не. strong. Внизу слева, кстати, Сначала- замечательная анимированная What заставка, was the final time Сначала there? Silent которая Hill можете будет. Looking at насладиться. it now, it says на втором экране игры. 4:16:43, and Точно, it да. called time a little bit early, so you could shave off a few seconds Ну, for хочется and- Dark Ah, Souls that's a посмотреть. good run. прям. That's Very definitely solid a run. good run. Like again, back in June last year, the record was 7 hours and 3 minutes, I believe. Но сначала So, Silent Hill. yeah, we've come a long way. Only 10 minutes out from Woodrick. That's not too bad. Yeah, Like, given the amount of variance this run can have, like, you can lose so much time just trying to save, crawl through an area, or just getting an encounter at the wrong time, and just all kinds of things just going wrong. So to not have to worry about that and have that all kind of not be an issue, and well, to get through in 416 is still really good. So I'm proud of that. Very good run. definitely very good run, and we've got some more runs on the schedule. Very excited for Yeah, the runs we're going to Very see exciting. today, tonight, tomorrow, this- the rest of the week. It's gonna be awesome. Поздравляю всех тех, кто вложился в пузырики с бельевым в раннер. We miss you, and hopefully in the near future we're all able to get together again. Уже хорошее мероприятие. This might be one of the best ESAs yet. Like, the schedule is amazing this time around. Absolutely. No Yeah, kidding. thanks ESA for having us. Ну что, мы ждем, получается, следующего Always a комментатора. pleasure to do this for ESA. Можно даже и Thank you for supporting позвать. Golden Sun. I think ESA Ну is надо, always призываем one of следующего комментатора. the first major marathon to feature Golden Sun in Ну, any мы Не capacity. против, если я тебя оставлю тогда. Я просто Может, хочу да, успеть да, давай. сходить в магазин, там It's как amazing раз that у you guys меня keep supporting us, and, время thank будет you там. very much. Мы еще с вами услышимся, чатик, как минимум на Tense Rush в 0 часов. ESA Опа. pre-show for winter Здравствуй. 2022. Да. Again, Удачи. we're all raising Да, money. Передаю комментирование замечательный чат в замечательные руки наших We'll комментаторов. see Давай, Two Horse давай. here. Еще Silent услышимся, Hill чатик. 4, Всем The удачи. Room. Спасибо. Stay tuned. Спасибо за комментирование.